Раз, раз, раз. Во, наконец-то. Господи, боже мой. Наконец-то звук появился. Так. Ну чё? Погнали, погнали. Здорово, енот. Здравствуй. Хиллари есть тут? Кто? Генерал Деккер. Джефферсон. По нам снова нанесен удар, брат. Прошлой ночью большинство Брат, наших разведчиков брата. попали в засаду и были Брат, убиты. брата. Я сам едва этому верю, Брата. но теперь нам надо считаться с возможностью того, что супермутантам известны наши методы спецопераций. Остатки нашей разведки обнаружили одно из мест скопления супермутантов. Мутанты устроили полупостоянную базу в каменных джунглях города Джефферсон. В других донесениях говорится, что там находится несколько генераторов, которые подают питание непосредственно в одно крупное строение. Наши писцы полагают, что это строение — завод по производству оружия. У вас две цели, воин. Первое — привести все эти генераторы в полную и окончательную негодность. Без электричества завод бесполезен. Во-вторых, обратить мутантов в бегство. Если мы погоним их, они наведут нас либо на свою главную базу, либо на генерала Барнаки. Собирайте свой отряд и отправляйтесь сейчас же. Свободны. Так, а в чем состояло задание? По нам снова нанесен удар, брат. Прошлой ночью большинство наших разведчиков попали в засаду и были убиты. Я сам едва этому верю, но теперь нам надо считаться с возможностью того, что супермутантам известны наши методы спецопераций. Остатки нашей разведки обнаружили одно из мест скопления супермутантов. Мутанты устроили полупостоянную базу в каменных джунглях города Джефферсон. В других донесениях говорится, что там находится несколько генераторов, которые подают питание непосредственно в одно крупное строение. Наши писцы полагают, что это строение — завод по производству оружия. У вас две цели, воин. Первое — привести все эти генераторы в полную и окончательную негодность. Без электричества завод бесполезен. Во-вторых, обратить мутантов в бегство. Если мы погоним их, они наведут нас либо на свою главную базу, либо на генерала Барнаки. Собирайте свой отряд и отправляйтесь сейчас же. Свободны. Я вроде запомнил, о чем он идет, ну, про что он говорит. Что-то там супермутанты, что-то там генерал Барнаки, что-то там генераторы. Короче, генераторы взрываем, и все будет хорошо. Как будто бы так. Окей. Ну что-то смутно помню. Да, я что-то прям, нет, целый гараж. Тачка. А что по вещам? $76 000. Что? Ну да. Ну да. Да, есть такое. Есть такое. Ну, мне как будто бы патронов сильно не хватает. Уже себе отдохнул на выходных. Кобочку умирал как сволочь. В субботу особенно. Вообще жопа. Так. Блин, снайперка же есть. Кстати. Так. Снайперка, снайперка. Блин, вот мне тоже снайперка нужна.
Ну-ка. Дай-ка мне одну снайпу. Товарищ интендант. Здорово, Годзон. Здорово, рад видеть. Hello, 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 hello. Погоди. Так. Чё, как оно? Чё, рассказывай. Как дела? Я на выходных не заводил, потому что умирал. А чё у тебя голос как из жопы? Бля, я попрошу нахуй, ебать. Что за, бля, нахуй начало? Ну ты как из жопы. А как он звучит? Раз. Нихуя. Подожди, может быть. Нет. Раз. Так, хорошо, что сказал, потому что это, ну, реально херня какая-то. Как будто бы... А вот это? Нет, погоди-ка. Да вроде... Тихий, да. Раз. Раз, два. Раз, два. У меня какого-то хера этот микрофон вырубался. Но вот, кстати, уже получше, будто бы звук какой-то есть. Так. Раз. Я что-то разве изменил? Получилось. Ну-ка. Ну да, что-то есть, да. Хорошо. Окейушки. Еб твою мать. Так, погоди-ка, а эта снайперка...
Да, стреляет такими патронами. Нихера себе тут патронов. Так, шо. Во. Во. Здорово. Всем. Всем привет. Привет, енот. Привет, Гудзон. Мне, наверное, сейчас слышно нормально. Всем привет, кто смотрит. Блин, до этого почему-то какая-то херня была. Сам того не понимаю. Небольшую маленькую уборочку делал. Клавиатуру почистил. Там, короче, я что-то так заглянул, расковырял одну кнопку и глянул, что под ней, и просто слегка ужаснулся увиденному. И сразу же решил там все почистить и так далее. Может быть, как-то задел провод микрофона, когда отключил клавиатуру. Не знаю даже. Ай, блин, шов надо продуть надо. Так, калиберь. Да, блин, каждый раз забываю нажимать обмен вместо этого. Готово. Психу. Хотя ладно. А вдруг понадобится? Пойдемте. Поехали. Че, на выходах не было? Ну, после субботнего стрима жестко отдыхал. Че было? Да мне ночью вдруг этот Максим зашел и заказал фильм «Спеши любить» за 1000 рублей. Разведмашина. Прикол. Ну так. Ну, я видел, что-то шло. Драма какая-то, да-да-да. Тебя не было. Ну да, ну я был, но меня на экране не было, да. Да, как-то так. Ёб мою, господи. Так, ну-ка. Где мы? Филадельфия? Как это место называется? Ну, Фила, скажем. Так, примерно в каком... Ну, вот, чтоб ты понимал, потом с какого положения я выключал стрим. Вот с такого положения я выключал стрим. Не, ты что? Ох ты боже, ох ты боже. Аккуратно, пацаны.
Блин, садитесь, пацаны. Блин, почему-то, когда я игру сворачиваю, она переводится на русский язык. Ну, раскладка. И что тут The Pulse вообще что-то как-то не очень зашел, да? В прошлый раз. Но сегодня будет другой хоррор. Я в этом месяце постараюсь как бы только хоррор пускать в эфир. Ну, не то чтобы только хоррор. Помимо всего прочего имеется в виду. Сейчас посмотрел игрушку «Тихое». Ну да, кстати. Про «Тихое место» мне давненько говорят. Я еще как-то, ну, думал, что это кал полный в какой-то момент. Но потом увидел, как он, ну, как играет Форсон его. Какие-то отрывки видел. И такой, типа, нихера себе, прикольно. Ну, выглядел прям, ничего так, да. Много смотрел? Не, ну сегодня прям, ну, не будет «Тихого места», потому что у меня его нету. Потом, скорее всего, будет. Немного. Опечатался. Еще с микро можно сидеть. Блин, нифига не его. Громила, ты чё? Это чел ракеты пускает, и вообще непонятно. Так. Ну-ка вы отойдите, пожалуйста. Я еще подхилю тебя. Вперед пущу чисто этих снайперов. А чё хоррор? Ну так. Сейчас же настроение типа чисто такое. Около хэллоуинское. В ноябре где-то в середине начну что-нибудь такое. Около зимние игры пускать. Ты сам той? А? Сложно-то. Чё сложного? Теперь давай попробуй. Потом папу позовешь, если совсем не сможешь. Давай, ты все можешь. У нас сегодня был прорыв в чтении. У Black of A будем аудиторию переманивать. Батер. Батер. Ну не. Я, блин, название этой игры забыл, кстати, которую я вот ненавидел. Чё читали? Да, в принципе, просто читали, типа азбуку, слоги. И небольшой прорыв случился в понимании того, как вообще читать. И сын этому очень сильно обрадовался, обнял меня. Расплакался от счастья прям. Было классно. Да. Он просто думал, что он, ну, прям никогда не сможет читать, а тут вот раз и получилось. А в немецком нифига, ну. Ну, прикольно, хорошо. Видишь, я тебя не отвлекал эти выходные. Вообще нормально. Я сегодня, кстати, в течение дня вообще ни разу не спал. И как будто бы я нашел этому, ну, способ очень такой действенный, как это делать. Папа. М. Папа. Я с утра, короче, гантели потягал. И прям как будто бы прилив энергии был в течение сегодня. А? Да сейчас, подожди.
Нихера себе. Ну, я днем всю прошлую неделю, по крайней мере, спал. Да, вообще жестко спал. У меня прям сонливость была какая-то безумная. Ну и потом сейчас жестко зареклись не уберквасить вообще. Что-то прошлые эти выходные вообще супер ублюдские были. Ну его нахуй. Это было супер плохо. Да мне тоже напрягает днем спать, много времени уходит. Ну это вообще ни хера не успеваешь и так далее. Днем спать вот реально такое себе. В этом нет ничего холесого. Ладно бы, если после этого сна, типа, ты, ну, в течение всего дня был бы какой-то высокоэффективный. Но нет же, это же всегда все идет какую-то, ну, бесконечную лень и прокрастинацию. Из этого никогда ничего хорошего не уходит. Ну, по своему опыту говорю. Да вы задолбали, хватит бить женщин. Слушайте, вроде нормально так удается нам прорваться потихоньку. Угу, неплохо, неплохо. Снайперские винтовки имба все-таки тут. Нас жестко спасает от этих супермутантов. К ним, блин, вплотную же подходить вообще не стоит. Подойдем и все, караул. Так, громила. Беги сюда. А вы садитесь в тачку. Пипец. Ну, эта машина охереть какая быстрая может быть, кстати. Я себе утяжелитель купил. У меня старые утяжелители вот были, но вот из-за того, что они, кстати, старые и изношенные, они, ну, очень быстро порвались, и поэтому я их уже не ношу. Надо бы, да, новые купить. Прикольная тема вообще, эти утяжелители. Когда первое время носил их, прям, когда тупо сидел за компом, ну, как будто бы вот реально потел. Да, да. Просто сидел и запотевал, такой, ух ты, нихера себе, нормально, нормально. Практически рабочая тема, реально. Ну, ну, может быть, да. Их реально тягать и так далее надо. Но мне норм было. По крайней мере, этим утром. Надеюсь, так же будет продолжаться и впредь. Ах ты, блядь, нихуя себе. На двери тоже была ловушка. Вот это я проницательный чел. А так все равно ходишь руками, машешь, нет, напрягает. Весне что проскачались. Надо, да. Да вообще надо худеть решительно. Решительно надо худеть. Кушать брокколи и каша.
Ну, блин, ну типа да, на самом деле. Но я... Не, ну если я сам начну готовить брокколи и кашу, то может быть я вообще типа, ну... Я вот, например, сегодня гречку с говядиной приготовил на кунжутном масле. Йо, кунжут, пиздос. Да, это жестко. Пиздец. На кунжутном масле. Ну, кунжутное масло тема классная. Вкусно получается и да. Такой ненавязчивый вкус кунжута остается. Запах, точнее, неплохой такой. Блин. Было бы славно. Вообще не напрягаться. Буду лежать в бассейне, поговаривать еще по типу, а я еще и готовить умею. Только через полчаса обед. О, сюда, сюда, сюда. Так. Окей, alright. Да. Так там, будем честным, не будет там и девчонок, блядь. Там будут, знаешь кто? Там будут тупо, блин, эти... женщины, какие-нибудь типа... неверные жены там. С разрешения жены, конечно. Плюс 50. Любители азиатской кухни, так сказать. Так. Взрывчатая ловушка. Ну-ка. Ну-ка, Громилыч, забери-ка эту ловушку. Хм. Блин, и знаешь, что самое смешное? Я думаю, вообще никто не осудит, если я прям реально буду, типа, около аферистом в плане... около в плане вранья моего происхождения. Ну, именно в тематических каких-то стримах. Или вообще, в принципе, на стримах. А так везде и всюду, там в остальных местах я даже не буду отрицать то, что... Ну, точнее, буду в открытую даже говорить, типа, конкретно откуда я, типа, из Якутска и так далее. А так я буду, типа, говорить, да я из, типа, дальней провинции Японии, которая какое-то недолгое время была захвачена русской армией во время русско-японской войны. Это было недолгое время, но тем не менее, все-таки как-то так получилось, что все мои предки и родители обязали меня научить, точнее, выучить русский язык. Вот такую хуйню буду нести, всякое такое, и все таки вау, ебать, это что в натуре нахуй? У тебя есть катана? Я так скажу, нет, нет, нет. Если я принесу отцовскую катану, он меня и убьет. И такой еще. Такой буду сидеть. Ну, я только что пришел из рисовых полей, так как я живу в дальней провинции Японии, у нас тут работа чисто полевая, и как бы работаю не покладая рук, да, есть такой, да, да.
Помните фильмы «Особенности национальной рыбалки»? Вот примерно таким же образом, мне помнится, сюда приплывали русские и оставили нам около 20 ящиков водки. Как-то, ну не знаю, тут волей-неволей научишься русскому языку. Все-таки нам в один момент после 2 ящиков водки стало интересно, что же написано на этикетке этих самых бутылок. И мы таким образом научились русскому языку. Да, да. Главное нести такую хуйню уверенно. И все такие, ебать, вот это история. True story. Здесь происходит true story. Блин, кто там что-то пишет? Имя что ли? Тимаки. Ня. Думаю, 99,9% не отличат. Да отличат. Легкую отличат. Не, особо глупые будут, да, типа вообще, вообще эту хуйню за чистую воду принимать. Вот мои земляки будут видеть во мне, типа такие. По-моему, земляк. Такие. Сахаба лахи. Пиздигнул. Вот так говорите, такой, да. Хотя не, вот прям что-то я сильно как будто бы верю в человечество. Думаю, все поверят. Все поверят. Все будут рады, поверить любую херню, но то, что я из Якутска, блин, вообще ни разу не подумают. Вообще ни разу. Ну, то, что я Саха, вообще ни разу не подумают. То, что я из России, из Республики Саха-Якутия. Я думаю, я думаю, что знаю, вот, как оно было бы на самом деле. Многие даже не в курсе, где находится Якутия, в принципе. Все просто знают, что, типа, Россия, типа, большая территория, но конкретно, что где территориально, там прочее, вообще никто не задается вопросом. 100%. Ну, по крайней мере, такие будут залетать, мне кажется. По крайней мере, такие будут залетать. Так что, да, думаю, все будет куда проще и глупее на самом деле. Может, в один момент чисто какие-то вот прям, тематические стримы такие провести. По ролплею чисто, знаешь. Вот взять и просто, типа ролплеить какой-нибудь, типа такой образ. Чисто на актерычах. Я, конечно, не актер, но, блин, попробую чисто заугарать такой хуйней. Думаю, было бы забавно на самом деле. Было бы забавно. Ну, нихера себе там граната.
Так, что на этих полках? ВАТС 1000. What? Лазерный пистолет. Херня на самом деле. Сниженная мощность, гражданское оружие. По сути, травмат. Блин, интересно, у нас появится в будущем, типа, лазерные пистолеты и там прочее дерьмо, интересно. Вы прикиньте, ну, не могут же назвать, типа, оружие летальным, которое будет, по сути, этим... Которое будет просто наносить ожоги, типа, по телу. Нет же? Ну, я думаю, нет, как будто бы. Ну, чисто по какому-нибудь там экспертному мнению, там, и так далее, типа, какую-то же экспертизу, квалификации, там, прочее проведут, типа, по поводу лазерного оружия, если оно вообще, ну, будет. Прикиньте. Звучит прикольно. И они такие просто переведут лазерное оружие из нелетального в какое-нибудь типа, ну, просто травматическое оружие или что-то в этом роде. И реально его можно будет применять типа в качестве гражданской обороны. Ну, как гражданская оборона? Ну, типа как травмат же носит, вот так же, типа с этими с разрешениями там прочим. Если такая херня случится, я уверен, все, сука, зумеры нахуй, и даже бумеры и миллениалы вообще все поголовно максимально постараются. Да, даже я, блядь. Получить лазерный пистолет и разрешение на его пользование. Пиздец, прикиньте, каково жить будет. Все будут как Хан Соло стрелять первыми. Пиздец. Будут друг друга мочить. Ну как мочить? Ожоги наносить. Поджигать людей друг друга. Блин, хотя, если так подумать, на самом деле это опасная херня. Опасное оружие. С такого пальни по бензоколонке ебанет же пиздец. Не. Или из такого попробуй пострелять по ну, летящему самолету. Наверняка тоже эффект какой-то ебанутый, ну, случится. Ну, по крайней мере, люди там, пилоты, может быть, ослепнут. Кто его знает. На какой-то момент. Получат ожог в сетчатке и просто полетят камнем вниз. Не, всякое может быть, всякое. Ну да, да. И без того уже и так слепят. Всякими ебучими указками и так далее. Всякие особо мощные указки какие-нибудь там берут и просто хуячат. И реально слепят. Да и таких вот придурков-то, ну, вычислить-то легко. На самом-то деле. Но в то же время такое дерьмо, ну, очень легко купить вроде как. Ну, вот эти вот особо мощные лазерные указки и так далее. Что на самом деле стрёмно. Да. Может быть, какой-нибудь ответственный продавец из Алиэкспресса-то не продаст, но кому-то будет реально похуй, он продаст сколько угодно. У нас сегодня... у нас иногда балуются, вижу, по домам гуляет лазер.
Но если лазер не особо мощный, то на самом деле быстро, как бы, ну, скучно становится в этой вот лазерной указкой, типа, баловаться. Но если человек, ну реально долбоеб, и он в этом, типа, мега рофлу видит, типа, ну, в плане того, что, типа, сидит такой, нахуй, и лазерная указка этой вот, ну, просто 24/7, типа, указывает, то, блин, ну, ему никогда не будет скучно, мне кажется. И это очень плохо. Такое, ну, вполне реально. Просто представь, ну, какой-то, ну, реально, там, около папич сидит, нахуй, у которого ни телефона, ни компа, нахуй. Максимум его, типа, интеллектуальные какие-то, ну, около развлечения, ну, там, скажем, в шашки поиграть там со своим другом-собутыльником, там, папич быдляк. Но он себя таким не считает. Он себя считает очень высокоинтеллектуальным аскетом и так далее. Вчера этого второго смотрел популярного. Бэт или как его. Вот он прикольный. Бэт? Бэткомедиан, что ли? А, ты про Мэдисона, что ли? Да, Амарант. Ну да, у него прям какая-то такая история там творится. Самарант его сватает. Да-да-да. Не, ну ты чё, это прям такой сильно популярная личность, так скажем. Сильно популярная личность на Ютубе на самом деле. Один из первых вообще, в принципе, блогеров в русском сегменте Ютуба и так далее. Блин, во времена школы еще, помнится, типа, после школы заходили там домой у того, у кого был интернет, и он такой, типа, говорил. Ну, он, короче, в течение всего дня школы, типа, рассказывал, типа, да, вот там, типа, есть прикольное видео с обзором на всякие разные фильмы. Точнее, с обзором на всякие разные игры, и там есть одна, типа, совершенно отбитая странная игра, типа, Метрон. И его какой-то чел обозревает, комментирует смешно, типа, и так далее. А мы такие, ну да, посмотрим, пойдем. Потом пиздец ржали, ухахатывались, типа. И потом уже это чуть ли не в традицию какую-то превратилось, где-то, может быть, раз в неделю или, ну, точно раз-два в месяц вот так вот ходили к тому другу и смотрели такие видосики. Ну, довольно-таки часто выходили такие видео, да, у него. Обзоры на игры. Да, Мэдисон такой знаковая личность. Так, вот это радует, кстати. Снайперская винтовка, это круто. Вот этому чочку надо закинуть. Взрывчатая ловушка. Так, громила. Я сказал громила. Все. Но я, правда, не пойму одного вообще. Ну, как бы вот Мэдисон был вроде как, ну, типа, женат, кстати. А он вот так вот взял и уехал. Типа, непонятно.
Это, конечно, типа не мое дело, но, сука, все равно интересно, типа, что он так вот резко вот подорвался, уехал, и, ну, непонятно, где его жена вообще, в принципе. Что они, типа, тихонько взяли и расстались, что ли, или еще что? Вообще непонятно. Странный момент очень. Прекрати меня бить. Не. Вот такие моменты ощущаешь себя какой-нибудь там, типа, старая бабушка, которая обсуждает что-то там, типа, личную жизнь. Сидишь такой, типа, на лавочке. Как там выражение такое, типа... Не пиздят, а другое. А, кости перемалывают. А, не кости перемалывают. Ну, короче, типа за спиной пиздят, типа у кого-то там и так далее. Не. Ау. М. Так, аккуратно. Ёб твою мать. Так, ну давай постреляем. Эй, придурок! Подожди. Ты бы, конечно, обезвредил, но давай лучше шмальнем. Да ёб твою мать, чел, успокойся. Стрельни, пожалуйста. Как стрелять-то? Ага. Контрол и правая мышка. Так, ну вроде все. Больше мин тут нет. Мин нет. Э, Блин, по этому супермутанту не попасть. По крайней мере, пока. Сейчас подойдем чуть ближе. Тут, я уверен, ныкаются эти суки. Здоровенные качки. Дерьма. Хорош. Кто-то уровень получил. Шов получил уровень. Так, ему бартера повысим. До неприличных размеров. Чтоб максимально выгодно продавать потом. А он ничего не может сделать совершенно. О, даже поэтому попадаем.
Нихера себе. Да ебан, ты чё делаешь-то? Я охуею. Ну, блин. Сам догадаться не может, что надо сменить оружие. Ну, давайте убить его. Будет шрам. Наконец. Угу. Так, сохраняемся. Ща. Ай. Лампа упала. Тут я думаю, что так темно. О, котейка. Косика, косика. Генератор. Нам что, обязательно взрывать это дерьмо? Так, погодите. Сохраню. Цель заблокирована. Да ладно. Мне кажется, где-то тут есть типа такой уголок, типа брешь какая-нибудь. Ну, типа, знаете, отсюда, что ли. Или, может быть, там не надо уничтожать этот генератор, и он нам просто достанется каким-то образом. Ну, типа, просто главное всех захерачить, и нормально. Как по мне, вообще логичная тема. И выгодная для братства. Зачем уничтожать генератор, если его можно захватить? Ебать ты выдал. Так.
Ёбана в рот! А, мне пизда. Не, нормально, нормально. Сука, ракетницы. Сволочь такая. Нихера себе, в этих ребят стреляют? А вот у этих теперь. Вот это вообще всё, обморок. Так, возьми-ка ракет. Я думаю, там есть ракеты. Пару штук хотя бы. Блин, козел. Вообще ничего нету. Ладно, патрон хотя бы. Блин, бахнуть генератор нет? Нет, наверное. Попробуем не уничтожать. Все-таки это же довоенная технология. А браться стали же оно типа, ну, вроде как за сохранение каких-либо технологий, в принципе. Так, супермутанта одного убили. Так, тут еще... О, тут территория-то прям такая. Нихера тут много чего. Ой, ё-моё. Понял. А, там генераторов-то охереть много. Так, вот один, ну там еще второй. Но не знаю даже, стоит их. Мне кажется, их стоит ломать, наоборот. При таком что-то уж раскладе. Так, сохранимся. Так, давай-ка пододвинем этот наш отряд бравый слегка вперед. Нельзя им, ну вот жалко, что нельзя им задать какое-то построение особенное, чтобы они типа такие расы особенным строем каким-то шли, узором. Как в какой-нибудь РТС или типа того, знаете. Ну, как в Ром Total War, знаете. Так. Сейчас сохранимся. Еще раз. Сейчас глянем, что там ящики. Ну, что-то совсем плохо. Ну... Не, ну вообще мне сказали уничтожить генератор, поэтому давайте попробуем уничтожить генератор. 2000 очков. Победа! Ура! Победа! Окей, ладно. Пускай так. Будем уничтожать, будем. А, баррикад-то ломать надо, кстати. Ну, давай, поломай-ка мне баррикады.
Бумер у меня женщина такая взрывная. Так. Ё-моё, он жив. Хлопайте его, блядь, убейте его нахуй, ну пожалуйста. Пипец. А, блин, это лампа, ну ты чё, ёп-моё. Двусторонний скотч не держит его вообще. Надо периодически менять этот скотч, видимо. Устает он. Хоть лампа-то и не тяжелая. Ну, держись. Нормально. Так. Давайте громилу подлечим. Нормально, на full хп. Так. Окей. 3 супермутанта лежат тут. О! Здравствуй, здравствуй, рад видеть. Гражданин, здравствуй. Ушки топ, да, спасибо. Да они у меня всегда были, ты чё? Они просто вот эти вот, ну, не выключенные были. Я их решил подрубить, так как пара. Ну и плюс колонки барахлят почему-то, к которым они были подключены. Теперь без колонок все. Ну, то есть я вырубил короче, место освободилось под USB. Плюс AUX поставил наушники прям напрямую к ну, компьютеру. Тебя лучше видно стало. Обновился. Рамка еще новая. Ну да. Рамка новая. Побрился. Лампу поярче поставил. Ну, лампа та же, просто настройки поярче сделал для нее. Вот, все. Не, но будто камера лучше. Да, свет. Да. Ну, а ты что расскажешь? Ну, как у тебя успехи вообще? Свет решает, да, есть такое. Давай, делись, рассказывай, что там у тебя происходит. Я такие вообще забил на эти самые кораблики нахер. Козел дерьма. Блин, вот это да. А? Гречка-то. Гречка бы пита. Вот у котенка нету гречки больше. Вот он... Все скушали, да? Больше гречки нету. Да? Вот че. То в следующий раз папа побольше гречки приготовит. Побольше гречки приготовит в следующий раз. Завтра папа картошку сделает, хорошо? Ну, чё? А там, Архан, хлеб сделал, да всем? А то Джалурга, голодный же. Но сделай ему хлеб с этим, с кетчупом. С маслом и кетчупом. Я? Да, хлеб. О, убайган батес. Да, все, по-прежнему болею вторую неделю с температурой, а стримы, включая запись, сезон как-то надо добивать. А, запись включаешь. Блин, погоди, чем так заболел, что аж вторую неделю тебя косоебит? Это что такое? Не пон.
Что-то я не видел те с корабля. Не, я их вообще не запускал. Хоть, ну, подумывал их запустить, но так и не запустил. Они мне даже скачанные, типа. Да все болеют, кого знаю, грипп какой-то. М, хм. Может, корона. Я от детей заболел, со школы принесли. А, у меня мои мелкие вообще болели ветрянкой. Ну, ничего, нормально. Как-то прошло. Ну, то есть, слишком нормально, я бы даже сказал. Я что-то как-то рассчитывал, что, ну, остальные все мои дети заболеют ветрянкой, чтобы, ну, пораньше переболели им и так далее. Но нет, никто не заболел вообще. Хер его знает. Капец. Как бы потом это не отдало в будущем. Ну, не знаю, что-то же все пугают этой темой, тем, что надо заболеть ветрянкой как можно раньше, если потом заболеешь, то вообще жопа. Типа это может, ну, очень плохо сильно как-то этого. Ёб твою мать, ну, блин, убейте его. Температура такая нехорошая, 37-38, лихорадочная, держится, не сбивается. Интересно. А я не помню, болел ветрянкой, нет? Может, у тебя ветрянка вообще, у тебя, ну, насыпи вообще ничего нету. На самом деле, это реально может быть ветрянка. Нет? Нормально. Просто я слышал, что ветрянку очень тяжело переносят взрослые люди, которые, ну, вообще никогда в жизни не болели ветрянкой. Я это очень часто слышал. Игра без звука? А, да? Ну, заебись, блядь. Ну, все, наверное, думают, что так и надо, конечно же. Спасибо, что сказал. Так. Ну да, ну да. Я же такой артхаусный стример, блин. Так. Так. Надо бы как-нибудь оправдать свою вот эту вот артхаусную репутацию. Егасов. Здорово. Здорово. Это Герман. Здорово, Герман. А какой Герман? Который в Германии? Ну, я типа охуенно пошутил. На самом деле нет. 21 школа. А, здравствуй. Здорово. Здорово, здорово. Завтра уже будет классное мероприятие в 21 школе. Блин, вот 21... Блин, звучит, как будто я до сих пор в школе учу. Не, ну, блин. Короче, школа 21, программирование. Чтобы вы понимали контекст разговора. Да. Завтра надо будет прям конкретно сходить. Не, ну я прям схожу. Меня уже прям лично пригласили, там все такое. Написали там.
Вы придете один там или нет там. Записывать +1 программисты. Ну, типа, да. Завтра, может, покажу свой проект. Да, не, завтра точно покажу свой проект, если прям будут спрашивать и так далее. Ну, скорее всего, да. Короче, там я им закинул. Ладно, чтобы вы понимали контекст разговора, вообще, в принципе, есть такой, типа, момент акселератора, там B8 называется. Там набирает 12 команд. Не знаю, там, типа, разной численности людей. И эти команды представляют свои проекты, которые у них на разработке. И там люди будут решать, брать их себе или нет. Ну, то есть это как бы это сказать. В общем, они будут давать поддержку финансово там, плюс эксперты будут помогать в разработке игры и всякое такое, короче. Вот. Короче, такая штука. Я, ну, думаю, надо показать свою тему. Надо показать. Как с Godot у тебя? Ну, Godot. Ну, что-то у меня энтузиазм упал его дальше изучать. В том плане, что он тоже в политику скатился сильно. Godot этот сраный. Ну, как в политику? Короче, они вдруг с нихуя перешли на тему ЛГБТ-сообществ. И это прям, ну, такое себе. Именно в том плане, короче, смотри. Мне кажется, что в один момент они могут просто взять и, ну, заблокировать доступ к своему Годоту, а ты его всю жизнь изучал, и, ну, на почве, знаешь, чего? Ну, не знаю, на почве того, что ты вообще никогда не делал ЛГБТ-игры. Вот, к примеру, так. Ну, то есть они не за меньшие, там, типа, скажем, банили людей. Там просто, короче, вышел пост о том, что, типа, эй, типа, Godot проснулся, типа, awake, там что-то как написали, типа, по-английски. И покажите свои проснувшиеся игры, типа, и в конце смайлик этого радуги. Ну, в общем, они, типа, таким образом сказали, что ЛГБТ, ну, Godot стал ЛГБТшным, и если среди вас разработчики, которые, типа, делают ЛГБТ проекты, типа, маякните, типа, здесь. И под этим постом люди просто спросили, точнее, просто даже написали, нейтральные даже сообщения такие, типа, есть. Блин, слушайте, это, конечно, прекрасно, что вы проснулись, но вы, может быть, дальше продолжите, ну, разрабатывать ваш движок, типа, ну, просто его развивать, а не вот этим вот заниматься. По-моему, что-то не то, типа, вам не кажется, типа. И просто этого чувака хуям банят нахуй, закрывает доступ к этому, ну, практически не то чтобы к самому Годоту, но ко всяким разным сообществам и там прочее. Там конкретно его, ну, нахуй шлют, короче. И при этом, типа, чел топ-донатер самого движка, то есть он прям реально ежемесячно там, типа, 100 или там $300 там отдавал разработчику этого движка. Но менеджеры этого, типа, движка Godot его к хуям забанили, потому что он, ну, написал такое сообщение. Что-то такое прям. Так, здорово, токарь. У нас тут depressed mood на улице уже вторую неделю. Дождь, и похоже, он будет еще неделю. Он просто, блядь, льется без остановки. Целых 15 градусов на улице и вместо 30. Ну и потом... Я подумал, что... Все-таки Unity будет получше, чем Godot. Именно в плане того, что... Ну, в плане этого хотя бы. Ну, типа Android, на iOS, на веб, на десктоп и там прочее. Просто
Ну, там, в этом плане она намного изишнее, типа, делается. Godot же, помимо этого, есть еще минусы у него. В общем, у меня проект такой. PvP-шный. То есть... типа, PvP-шный с free-to-play... как его... методом распространения. И из-за этого, короче, штука в том, что я не смогу нормально монетизировать эту игру. В этом беда его. Если ты на Годоте. Там код безопасности какой-то ебаный максимально. Мне так пояснял, типа, эту тему более опытный программист, с которым мы делали эту игру. Он сказал, что там вообще пиздец, короче. Нас легко взломают, и по итогу смогут вытащить платежные, ну, эти самые данные, типа, наших клиентов, типа. Я такой, ну, понятно, пиздец, короче. Забей, короче, полная хуйня. Ну, Godot в этом плане вообще лютый трэш. Там только лишь одиночные игры делать, и не знаю даже. Ну, вот в этом плане он, типа, да, нормальный, но делать какие-либо такие, типа, серьезные проекты по типу фри-то-плейных игр или хотя бы просто веб-игр с Godot'ом тут, ну, большие проблемы. Он пока еще не может нормально веб, как будто бы, игры создавать на Godot'оче. Болезненно у него как-то это происходит вообще. Очень болезненно. Что это такое? Мутабор какой-то. Так что так, если вдруг думаешь, что... Ну, я, да, долгое время говорил, что Godot заебись и так далее, но по итогу-то вот так все обернулось. И теперь он в будущем, мне кажется, полной хуетой. Ну, то есть это только начало, чтобы ты понимал. То, ну, то какая сейчас у него позиция и политики вообще у этого движка. То есть разработчик этого движка даже не позаботился о том, чтобы, ну, уволить этого самого менеджера, который вот так вот грубо общался со всеми этими его топ-донатерами и так далее. То есть те, кто поддерживал этот движок, ну, они просто были посланы нахуй. Таким вот странным образом. То есть ему дороже, по большей части, сейчас поддерживать ЛГБТ-сообщество только лишь потому, что ему там какая-то компания закинула 5 миллионов или 18 миллионов долларов. Короче, он, ну, Godot сейчас под сильнейшим колпаком каким-то. Под жестким колпаком. Типа чел как будто бы теперь сильно обязан, и у него связаны руки как-либо действовать свободно. Ты, может, блин, выстрелишь в него, не? Не, ну пора. Понимаешь, пора стрелять. Понимаю, блядь. В облачках нет, вообще не понимаю, почему он не выстрелил. Что за хуйня вообще? Так, в чем твоя проблема? Почему ты не можешь выстрелить? Недостаточно очков действия. Не понимаю. Чего? В смысле недостаточно очков действия?
Ты же до этого стрелял, в чем проблема? В чем проблема? Блин, и он единственный специалист по тяжелому вооружению, у которого всего лишь 5 очков здесь. То есть ты вот буквально не можешь выстрелить, потому что у тебя только 5 очков действия. Блин, какой же он немощный говнюк просто. Почему он такой плохой, блин? Так, давайте попробуем забежать. Бумер девчонкой. Охренительно ты попал. По-моему, мы его убили. Супермутант разлетается на куски мяса, да. Он очевидно умер. Так, мне надо... Так. 20 стимуляторов бумеру. Ты куда побежал? Что с тобой не так? Так. Надо как-то... Вот помнится, у кого-то Эми граната была, не? Эми ловушка. Нет, ты это не закинешь никак. Ладно, дайте гранатами просто попробуем. Блин, как-то так грамотно закинуть бы. Так, чтобы мне тут турель не зацепила. Да, я в принципе рад буду избавиться от таких гранат. Да блин, давай. Упади, пожалуйста. Ты в стену кидаешь, не туда. Блин. Вот так. Вот так номер. Вот так номер. Вау. Окей, я тебя понял. Вообще не достает. Так, хорошо, давай тогда... Доставай калаш. Ты заходишь с этой стороны. Мы издали шмаляем отсюда. Блять, что случилось? Ты кто? Блин, гранат кидает. Хорош. Блин, ну ты шмаляй. О, серьезное повреждение. Получает повреждение пах? Каким образом? Что? Еще пока, типа, первую помощь оказывал, случайно себе яйца и иголкой проткнул, я не знаю, пока швы налаживал, вообще не понимаю. Критический промах какой-то произошел, непонятный. Жесть какой-то. Так, ладно. Не, вот этот чел эффективный, с тяжелым пулеметом. Вот тут еще один пулемет. Надо... Так, пойдемте сюда.
Давайте, go. Блин, получается... А что с громилой? Блин. Так, он тяжело ранен. Так, докторский саквояжик достаем. Лечим челечка. Ага, все. Похилили. Так. Давай, выступай. Ну чё ты давай. Пора, родной, пора. Почему? Ага. То есть... Сидя не получается пострелять. Так, аккуратно. Надо. Давай. Хорош. Так, пацаны. О, какие прикольные гранаты. Даем. Нормально. Слушай. Так. Хилим нашего здоровяка. И доктора. Вот, кстати, многие зря, мне кажется, не уделяют внимания старым играм. Среди многих старых игр довольно-таки много прикольных, классных идей. К примеру, взять вот эту игру. Она довольно-таки, ну, заманчива в многих отношениях. Пошел и поспать, пропадай. Давай, спокойный. Ну да, сегодня еще и хоррор поиграем. Ну блин, что я не полутал-то этого парня? Ладно. Да. Зажали девушку. Бумер. Девушку зовут Бумер. Ёлы-палы. Капец. Тут воевать и воевать, ребята. Просто воевать и воевать. Генератор был уничтожен. Бам, готово. Второй электрогенератор уничтожен. Ура, товарищи, ура. Так. Мега меткость, мега натурализм. А тут есть что? Нет, что. Ладно, нормально. Вот сундук же стоит, оказывается. Ну-ка, в сундуке может быть что-то интересное. Ну,
кстати, вот эти патроны нужны. А, вот этот парень. У этой игры есть концовка? Конечно. Тут прям сюжетец. Есть. Так, ловкость. Так, погоди-ка. Сохранимся. Еще раз. Так, и попробую прокачать плюс... Ну-ка, давай мутацию сделаем. И одаренного поставим. Вместо хулигана. О. Погоди, что? Почему он минус? А, хулиган. Понял. Ладно. Ну, это херня. Это херня. О, во. Вот об этом я и говорил. Побольше очков действия. Во, все. Вообще, блин, красиво. Вот это нормально. Вот я исправил персонажа, по сути. Так, теперь у меня восприятие и выносливость так довольно-таки высокая. Максимальный вес, конечно, стал пониже. Я понял, почему у него статы типа резко красные стали, потому что у него перегруз же должен быть, по идее. А, не, я на грани перегруза. Скоро будет перегруз. Вот и он. Ну, нахер топливо для огнемета. Угу. Вот, теперь можно из базуки пострелять. Все. Теперь он не такой уж бесполезный. Он прям нормальная боевая единица, которая сможет мне теперь суету наводить. Красавец. Орел. О. Давай, вперед. Вот тут 100% есть мутанты эти долбаные. Так, аккуратно. Блин, их прям... А поставить... А, подожди, я тут был же. Ну-ка, если к этому краю моста подойти. Я кого-то увижу там внизу. Я почему-то прям уверен, что точно есть кто-то. А, вон они. Окей. На, блин, чувака просто уродили. Он там обморок у него случился. О, это прям склад. Ёбана в рот. Где он? Ничего себе, он быстро. А ты можешь так? Блин, ну ты, конечно, выстрелил, так выстрелил. Ну, ясно. Кучность стрельбы. Это не про нас. Ноша становится все меньше и меньше.
М. Попробуй-ка подорвать эту тему. Подойди-ка сюда. Отлично. Как будто бы надо машину пригнать сюда. Блин, я уверен, что вам эта игра кажется супер непонятной, какой-то бредовой темой. Ну, в плане, как бы, все, наверное, подпривыкли к тому, что... Как она называет? Fallout, он, ну, немного другой и так далее. Пошаговый хотя бы, вот эти вот старые части. А тут все в реал-тайме происходит. Да, такую тему понять можно. Но, уверяю вас, все в порядке. Все так и должно быть. Вне досягаемости. Угу. Попадаю, попадаю. Все, супермутант умер. Так. О, жижа. О. Охереть, здание здоровое. А, так, блин, я вспомнил. У них же тут еще какой-то типа главный супермутант у них есть. А? Кто-то... Волочи. Как же не все хотят жить. А я такой беспечный стрелок и командир. Ну вы чё, повнимательнее давайте. Сейчас он подскочит, и вы ему дайте в лоб. Ау! Чё, в смысле? Что играть? PlayStation, да. Так он же только пришел в садику. В смысле долго? Не-не. Чё там? Да? Да. Да. О, пи. И чё?
Что надо? Слушай, вот. Котенка барабан. Посмотри. Человек котенка. Ага. Все еще веселишься? Да. Блин. Но ёб твою мать, шов куда-то. Надо швы налаживать. Плиз. Так. О, нормально. Это мы называем болью. Дык-дык-дык-дык. Ладно, мы тут достаточно тык-дыков построили. Пойдем сюда. А. О! Ракета. Это тебе. Вот тут они, ну, прям очень плохой такой искусственный интеллект сделали. Точнее, логику передвижения персонажей к указанной точке и так далее. Часто багуют в этом плане. Они вообще без понятия, куда идти и так далее. Вечно где-нибудь застревают и так далее. Друг другу мешают пройти и не отходят. Эх. Так, ну давай. Это мне не надо. Ага. Звук игры еще супер тихий, я уверен. Так, где громила? Ну-ка. Да чего все лежите? Вставай. Ага, ловушек нет. Кожаная броня. Пистолет, огнемет. Плохо разработанное оружие не
Прижившиеся в широком обращении, собственно, обрезанная версия факела 450 развлеки своих друзей, подожги себя и все, что есть вокруг. Ну, типа, да. Блин, максимально тупое оружие. Но выглядит уникально и интересно, поэтому возьму с собой. Я им, конечно, пользоваться не буду. Пользоваться я им, конечно, не буду. Тут еще, помню, кто-то был. Ну, вставай давай. О, все. Так, там у него еще ящик есть, запоминаем. Сохраняем. А что стоите? Блин, вот тупят, да, вот понятно, почему девчонки вдруг затупили. Блин, ну вы чё, серьезно? А в чем проблема, я не понимаю. Да вы же не такие широкие, ну поднимайся, лол. В чем проблема-то, я понять не могу. Именно женские фигурки не могут пройти туда. Женский персонаж почему-то не могут пройти. Их стройная фигура — это на самом деле миф и ложь. Иллюзия. Ловушки, да? Блять! Ну ёбаный рот, ну я не думал, что прям так близко в упоре. Я думал, чуть дальше будет. Ёб твою мать. Капец, я прям предугадал. Но меня это не спасло вообще ни разу. Ну, блин. Как же тяжело ему управлять. Давай. Не знаю, противопехотный мины давай заберу. Так. Да ладно. Ну там же еще есть, не? Да ладно, только одна была? Да не верю. Не верю. Не, в натуре. Так, еще выше поднимемся. А, блин, ёб твою мать. Ну, сука, ну куда вы бежите-то, ёб твою мать. Как же в этом плане она плоха, вот эта игра, вот просто ужас какой-то. Да ху. Так. Я думаю, достаточно сдать очередь по этому бомжу.
Да, нормально. Все-таки тяжелый пулемет это тяжелый пулемет. Так. М. О. Да, ё-моё. Ага. Я под завязку забитый. Да, вот так спуститься не сможете, да? Вот так тоже. Так, а я, пожалуй, отправлюсь за машиной. Все-таки у меня одного навык пилотирования высокий. Надо подогнать машину надо. Да куда ты бежишь? Ну, давай нормально. Так, мертвая собака. Ну да, как бы ты оттуда могу свернуть. Все, заходим. Поехали. Оу, тихо, аккуратно. Да ехать, колотить. Блин, вот это чудеса на виражах. По мне шмаляют. Давайте. Поддержите огнем, лоу. О, другое дело. Смотрит на часы. Ты на что намекаешь? То, что мы тебя долго убиваем? Все. Ну-ка, дать попробуем еще прокатиться.
А, и мы тут потрудились. Ну, получается, последнее место тут осталось, да? Заходим. Но аккуратно. По-любому они тут все заминировали. Самый осторожный супермутант, которых я когда-либо видел. Какой же ты беспалевный. Упс. Огонь! Хорош, хорош. Ага. Так, хорошо. Так. Вот и всё. Третий электрогенератор уничтожен. Природная броня. То... Как это вообще? Эта броня обеспечивает своему владельцу защиту от вредных частиц в воздухе и от радиации. Погоди-ка. Так, класс брони 25. 20. Но, да, защита от газа высокая довольно-таки. Такое. Такое. Не, ну хотя, блин, он прям... Он по всем аспектам, по сути, лучше. Блин. Ой, эта металлическая броня такая тяжелая. Ёлы-палы. Дать один пулемет. Вожак. Опачки. Вы идиоты!
Вы думаете, что, убив нас, окажете пустошам благодеяния? Да мы последний Супермутант шанс женщина. пустошей. Угроза с запада не знает ни жалости, ни сожаления, ни страха. Она не остановится, не уничтожив все живое. Только супермутанты могут остановить эту угрозу. А эта лаборатория нам нужна, чтобы мы могли иметь детей и расширять свои ряды. Вы сражаетесь за глупость. Я сражаюсь за спасение. Ебать. Просто без шансов, ё-моё. Едрить. Да. Так. Воин дороги. Ха, нихера себе. Прикольно. Блин, взять воина дороги, что ли? Гонщик. Ваши рефлексы и навыки вождения делают вас очень быстрым гонщиком. Вы получаете... Нихера. Так-то на самом деле... Блин, на самом деле... Хочется взять какой-нибудь перк на пилота, да, чтобы управлять машиной, было круто. Давайте воин на дороге возьмем. Крутая тема. Звучит прям очень хорошо. Так. Ну, давайте посмотрим, что они там. Суперстимуляторы. Что в холодильнике? О, книжки. Блин. Ученый-мутант. Кто вы такие, что здесь делаете? Ой, мама, вы же из братства. Прошу вас, не уничтожайте мою работу. Вы хоть понимаете, сколько труда и везения потребовалось, чтобы наладить эту лабораторию? Мы почти нашли исцеление. Почти нашли. Если вы уничтожите нашу работу, что это даст братству? Прошу вас, просто оставьте меня и мое оборудование в покое. Мы не можем остановиться сейчас. Ты разве не понимаешь? Это последний шанс для моего народа. Ну, в принципе, да. Не, ну я не буду их трогать. Чё. Толку ему врать-то мне. Ну, в том плане, что... Не думаю, что он создает армию мутантов. Ну, вот это вот, конечно, агрегат какой-то непонятный.
Ладно, не буду взрывать этот генератор. Как на это отреагирует, интересно, начальство мое в братстве стали? По идее, должны отреагировать очень негативно, но почему-то мне кажется, что им будет почти насрать. Так, ну-ка. Второй электрогенератор. То есть этот электрогенератор мне уничтожать обязательно, да? Не, ну да, погоди. А то тут постой. А, все, с ним говорить нельзя. Ладно. Четвертый электрогенератор уничтожен. Все электрогенераторы уничтожены. Задание выполнено. Следуйте к... Окей, окей. Так, уровень. Кто? Эксперт-сапер. Когда дело доходит до взрывчатки, с вами никто не сравнится. Под вашим руководством мины взрываются только тогда, когда нужно. Дополнительный урон. Да. Очки действия. О, живчик, хорошая тема. Давай. Ага. Отлично. Так, шов тоже уровень. Папа, Э. чуть-чуть телефон играть. Всё, тю-тю. Чуть-чуть. Можно. Вона Чуть-чуть. тю-тю-то. Угу. Спать. Татали? Бар-бар. Да? Угу. Идем. Ты бати. Бу. Позыря тахти курил. Одя, глупыс. Вот. Целых 98% же есть. Да? Ну да. Тють-тють, говорит. Тють-тють. Легкая походка. Каждый уровень это способность дает вам 4 дополнительных очка здоровья каждый раз, когда ваш уровень опыта повышается. Это помимо тех очков здоровья, которые вы получаете. Не понял? Ничего себе. Ладно. Не, ну так. Ну это для танка, это не про меня. Точнее, не про этого парня. Добавить силы, ловкости. Но давайте-ка дадим ему... Блин, живчик хочу дать. Плюс 20 к бартеру. О, Погерс.
Все, валим. Вот они прям вот так вот будут показывать. Хорошая работа, брат. Похоже, наши песцы на этот раз ошиблись. Мутанты не производили оружие, а исследовали облученную ДНК. Но вы правильно поступили, выполнив задание и уничтожив генераторы электроэнергии. В братстве есть старая поговорка: лучше перебдеть, чем недобдеть. Это война, а они враги. Новые донесения показывают, что наш маневр удался. Мутанты валом бегут из района. Их основные силы разделились на 4 группы, каждая из которых движется в своем направлении. 2 меньших группы движутся, по-видимому, хаотически. Скорее всего, это отвлекающий маневр. Из 2 оставшихся больших групп одна движется в самую глубь пустошей, а другая, похоже, нацелилась на небольшой городок. Нам придется заняться обеими целями. Также я хочу сообщить вам, что исследовательский отдел вывез научное оборудование мутантов на нашу базу, где мы сможем продолжить исследование стерильности мутантов. И если мы сможем найти лекарство, это будет прекрасный стимул к заключению мира. Молодец, воин. Хорошая работа. Спасибо. Так. Таракана. Канзас-Сити. А, нет, дурак, не переезжай никого, блин. Господи. Чуть не переехал. Заглушить все моторы надо. Погоди-ка, а тут же, по-моему, что-то есть. А. Ничего особенного. Так. Ну чё, посмотрим. Что у нас тут? Так, продаем. Продаем или нет? Так, продаем. Гранат слишком много. Тоже продаем. Радиксы. Давай оставим. Ну, патронов этих овер до хера. Давай 300 продадим. Продаем. Посмотрите. Так.
Мгм. Так, 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 так. Ловушка. Блин, не знаю даже. О, нихера себе, что за броня? Природная броня М2. Блин, сомнительно. Ну, очень интересно. А, нихера себе, вот таких вот. То есть теперь природная броня это типа топ считается. Понял. Так, так, так. Да давай, чё? Блин. Обмен. Проверим, так ли он хорош. Ну да, класс брони падает. Ладно, дадим остальным тогда. О, небольшой кэшбэк. Окей. Чё за это? Паладин Ланса. Старейшина. Рыцарь командующий. Вау. Вот так звание.
Вольно, брат. Разведчики проследили путь одной из бегущих групп мутантов до Канзас-Сити. Как мы и подозревали, там находится еще одна база мутантов. Но с нападением на этот комплекс придется подождать. Так как наши разведчики нашли такое, один из них натолкнулся на город Надгробие, населенный гулями. То малое, что известно об этом городке, наводит на мысль, что до войны там находилась крупная база ядерных ракет. Ядрить. Похоже, что мирное гульское население городка напрямую происходит от персонала военной базы. Охереть. Они просят нас о помощи в связи с атаками супермутантов. Эти атаки наводят на мысль, что супермутантам нужна какая-то вещь, которая есть у гулей. Напрашивается вывод, что эта вещь — не что иное, как исправная атомная бомба. Я содрогаюсь при мысли о том, что супермутанты могут натворить, попади им в руки устройство такой разрушительной силы. Ваша задача — отправиться в надгробие и найти гуля, который называет себя епископом. Убедите его в том, что мы возьмем его и город под защиту в обмен на ту самую бомбу, которая так нужна мутантам. Атака мутантов неизбежна, а на то, чтобы подтянуть к городку достаточно сил, уйдет некоторое время. Ваш отряд должен удерживать мутантов до тех пор, пока не прибудут группы «Пятно» и «Тень». Защитите гулей надгробия и не допустите смерти епископа. У нас нет никакой информации о ядерной бомбе, помимо того, что знает он. Когда епископ даст свое согласие, мы отправим исследовательский отряд забрать бомбу. Интендант выдаст вам антирадин и рад-Х. Рекомендуем регулярно проверять уровень облучения. Можете идти. Вот это да. Интендант. Значит, все время будет... радиоактивно. Погодите, он мне должен его выдать бесплатно? Хер там плавал, конечно, продает только. А ладно, давай. Здравствуй, дитя мое. Я Кер, скромный торговец, странствующий по пустошам в поисках предметов и странностей, которые могут Предметы и странности. Да что-то как-то тухло. 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 Так это я запросто. Господи, он заинтересован в крышках. Блин, ну. Так, может быть, тогда 4. Угу. Да. Славно. Все, пошли отсюда. Здорово, Кемтик. А чё, никого нету? Не знаю. Не знаю даже. А так народ заходил. То приходит, то уходит. Здравствуй.
Так, все, погнали. Давайте, блин, на бронированном БТРе поехать или на Хаммере. Ладно, лучше давайте будем полагаться на скорость. Окей, Канзас-Сити. Here we go. Мутанты. Гигантские крысы вне. Да, вообще никого не хочется. Ну вы чё, серьезно? Как же они настойчиво хотят, чтобы я сразился с кем-нибудь. Мутанты. Да хорош. Блин, как же натурализм выручает в этой игре. Просто жесть. Вы гляньте, как... Да, супер доджем. Вольно, брат. Ага. Так, главное продержаться, да, сказали нам? Ну, давайте. Погодите, или... Лучше на возвышенность подняться. А, так погодите, они вообще... Ёпарасота. Так. Вы трое сюда. Вы трое сюда. Ну чё, пацаны? Хорош. Погоди, вы кто? Так, громила. Ага. Так, ты с пулеметом садишься здесь, а вы, пацаны, здесь. А, блин, это вот! Нет, 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 нет. Да ёп, блин. Welcome! Спасибо, Кемтик, за фоллоу большое, спасибо. От души. Я забыл сохраниться, вот что я... Вот где я просчитался. Так. Удачи. Спасибо. Спасибо. А ты в этот Fallout не играл? У нас еще и хоррор будет сегодня. Тут какой-то интересный хоррор. Вроде как довольно-таки даже популярный, что ли, даже не знаю. Но выглядит он любопытно. Экспериментальный такой хоррор. Человек уже ушел, видимо. Да, неудачный день для стрима, видимо. Хотя, казалось бы, понедельник, наоборот. Вольно, брат. Так, сохраняемся. А, все еще здесь? Отлично. Канзас-Сити.
Бля, чел. Приветствую, я Девкон II, сын Отчета Обратного. Приветствую вас на священной земле надгробия. Ваши старейшины хотят получить плутония, нашего идола необоримой ядерной мощи. Мутантам тоже нужен плутоний, но они не уважают наше право запуска. Компа нету. Блин, на самом деле я бы даже не удивился, если увидел Fallout для этого, для андроида. Я в принципе даже увидел, что есть. Господи, какие же вы, ну серьезно. Блин, вы давайте тупить еще больше, ну серьезно. Поднимись и... А, вы наверху, что ли? Ну охренеть, даже понять сложно. Так, глазастик получил уровень. Глазастик. Глазастик. Чтобы ей такого дать. Что ж, завтра открытие акселератора. Да. Завтра оно. Интересно, как оно будет происходить вообще в принципе. Ну, я так на всякий случай закинул прототип игры. Там вот этот. На Яндекс.Диск, если что, типа им покажу. Чё кого. Но не знаю даже, презентовать эту игру или нет. Но на самом деле мне показывать-то ничего. Разве что только эту игру. Просто сам хотел как-то реализовать какой-нибудь другой проект. Может быть, ну, вообще хоррор-игру хочу сделать. А так им просто сказать, что, мол, вот, есть такой проект у нас. И все. Можно было бы, в принципе, да, можно было бы. Там есть одна настольная игра. Блин, что-то я зря вообще поздно очень выпил кофе. Так. Прилежный коллективист. Ну, вообще коллективиста надо брать. Так, плюс натуралист. Чё-то я не вдупляю. Что происходит? Да вы твари! Боже, мне заново это говно все делать. Блин, я забыл сохраниться. Ура, ночной стрим, да. Привет, кирпич. Здравствуй.
Не, ну поспать надо будет все равно. Надо будет. Блин, вот этот стому надо вот сюда вот закинуть. У вас ночь, у меня день. Вечер, у нас день. Фу ты, блин, вечер. Блять. Что-то я жестко троить начал за кофею. Я реально до хера кофе выпил. Я бы даже сказал, слишком много. Да ёбаный стыд, беги туда, пожалуйста, я просто хотел выделить этого человека. Так, сюда, давай. А тут пускай чисто снайперы стоят, шмаляют. О, на этой башне будут стоять 3 моих лучших стрелка. Все. Хотя давайте тоже. Вот. Во, лежат все. Пулеметом, давай, пулеметом их, давай. Во. Вообще в мясо их. Правильно. У меня, блин, не то. Во, все, пошло дело. Блин, они пулеметчики прям такие. Так, сохраниться. Надо с этим. Так, тут вроде все более-менее норм. Коллективиста берем. Легкое оружие прокачиваем. Этот убегает еще. Не, ну пулемет справляется прям четко, вы гляньте. Блин, просто в мясо превратили людей. А, тут тоже есть. Блин. Пацаны, бегите. Го. Сегодня было открытие про стартапы. Обсудили много конкретно про то, что стартапы 80% пропадают. И моя задача как главаря банды кирпичей сделала так, чтобы мы были в тех самых 20. Это да. О, квадробер. Да, здорово, да. Да. А то, чё эти квадроберы только там в столице находятся? Пора бы и квадроберам здесь, и Якутске появиться. Согласны? Так, ща. Здорово, привет. Без шансов этого чувака выжить. Кстати, респект за ушки Сеймсго от. Да.
Так, найти и уничтожить вожаков и супермутантов в лагерях вокруг собора. Все понял. Ага, теперь это миссия на вылазку. Понятно. О, понятно. О, понятно. Они уже есть якутские. Да ну не. Да ну не. Не, не верю. Не верю в это говно. В смысле они тут есть? Не. Что-то я сильно сомневаюсь. Я уровень получил. Так. Так. Не, ну, блин, типа... А чё печального-то в этом? Чё печального? Не надо печалиться. Все нормально. Мне вот реально хочется верить в такую тему, то что у каждого поколения, типа, своего есть какие-то такие, типа, ну... как бы сказать... свои нефры, так сказать. Свои вот эти вот... неформальные группы лиц, которые всем своим видом как бы показывают, что они типа бунтари, типа не такие как все, но типа не такусики, знаете. Ну, к примеру, в моем школьное время это были скорее типа эмо, готы там, знаете, панки, вот эти вот ребята. В нынешнее время, ну, это квадроберы, кури всякие вот эти вот. Вот они, ну, то есть, зачем, типа, одеваться как эмо и так далее, но это, типа, вполне себе, ну, нормально выглядит, типа, так скажем, потому что это для более старшего поколения, типа, для моего поколения, так скажем, ну, то есть, ну, это, типа, так, ну, это просто уже, так сказать, обыденно. Но, блин, если ты одеваешься как, сука, животное, типа, и всякие такие, типа, вот, вещи такие одеваешь, типа, ушек там, в жопу суешь этот, как его, батплак с костиком, и, ну, типа, это, ну, блядь, ну, это пиздец, да. Тогда, да, вот, это уже, ну, блин, выглядит очень хуёво. Тут уж, блин, это внимание привлекает, так сказать. Это чисто назло. Типа, ну, старшему поколению какому-нибудь. Видел детей, бегающих на четвереньках. Ну, это пиздец, да. Блин, ублюдок. Как он. Так. Это тоже мейнстримом станет. Да, да, да. И мне вот, ну, прям страшно представить, что будет у этого поколения. Ну, то есть... Потом ведь это поколение такое подрастет, да? И вся эта фури херня, оно, ну, такое, типа, тоже будет практически обыденной херней. Я надеюсь, что нет. Это будет, ну, это абсолютно проклятая хрень, но в будущем кто его знает. И, то есть, вот... Я стану, блядь, седым стариком,
вот это вот фури поколение станет типа 30-летними вот этими скуфами нахуй. И более молодое поколение, типа, что оно вытворять будет? Вот это мне вот интересно. Что они делать будут, типа. То есть квадроберы и фури, то я думаю, что более молодое поколение, оно будет, типа, заниматься, знаете, какой херней по типу... Они, короче, будут подражать насекомым, короче, типа, червячки там, блядь, будут вот так вот, нахуй, ползать по земле, там, типа мухи, нахуй, вот эти вот навозные жуки будут говно кушать, вот это вот. Ну, что-то такое, я думаю, будет. Ну, то есть, как бы, даунгрейд идет вот таким образом. То есть, вот, мы люди, да, типа, ну, то есть, мы, ну, в моем поколении это были эмо, там, какие-то вот такие панки и там прочее, да, типа. Потом, ну, вот, более молодое поколение, оно превратилось в фурий, квадроберов, то есть животные, да, понимаете? А потом еще ниже насекомые, вот, ну, то есть вот в этом плане идет, короче, понимаете? Тут, ну, как бы улавливается такая динамика, как бы, все, я думаю, правильно. Да, они червячками станут, типа, насекомыми, чем-то в этом роде, короче. Так что ждите, ребята, ждите. То есть мы седыми стариками все станем там прочее. Вы потом помяните мои слова, вы скажете, блядь, ебать, а ведь, ну, он тогда говорил, ебать, он в корень смотрел, вот вообще, типа, да. Он видел, что происходит на самом деле. Уорм-стрит, да. Да. Еще будут стараться говорить, как эти вот червячки, да. Иди сюда! На, сука, лови! Готовченко. Он Ванга, да. А как будет Ванга мужского рода? Ванга с пенисом. Не то, чтобы меня этот вопрос сильно волновал, но... А представьте себе просто Вангу с пенисом. Без понятия. Не, я просто хотел, чтобы вы представили себе старую бабушку с пенисом. Остальное не важно. Идея в этом была. Старую женщину с пенисом. Да. А ведь в Таиланде или в Америке это просто часть жизни чьей-то. Представьте себе, там уже, ну, есть старые трансвеститы, и они такие, типа, блин. В прошлом году он был дедушкой, а сейчас он бабушка. А денег на полноценный, типа, operation нет. Да, ведь для кого-то это жиза. Мои глаза. О, нормально. Мои глаза.
за... И сказал Плутоний атому: тот, кто столкнется с другой частицей, да будет в свою очередь разрывать воздух потоком энергии, поражая врагов своих. Очистив землю нашу от нечестивцев, вы показали себя достойными принять к себе священную смертную оболочку Бога нашего Плутония. Доставьте же плоть Господа моего могучего в ваш бункер священного братства, и сим да исполнятся заветы его. Да. Я сам вообще вот не понимаю эту вот тему, ну, концепцию вообще вот этих вот татуировок, если честно, вообще. Ну, типа такое. В натуре не понимаю. В чем прикол? Ну, то есть это же супер очевидно, когда... Я, короче, помнится, был момент, ну, такой период моей жизни, когда я такой реально крепко задумывался о том, чтобы, типа, сделать татуировку, в том плане, что я просто видел у одного моего знакомого, типа, татуировку, и такой подумал, блин, ну, вроде прикольно, и что-то, типа, значимая тема, вроде как, я бы себе, ну, я такой задумался, блин, а ведь это потом на всю жизнь, и хер знает, как оно потом деформируется, там, прочее, и так далее. И слава богу, ни хера такого подобного не сделал. Я просто в будущее, так сказать, заглянул и понял, что это полная херня. Типа, ну, полная херня. Я тогда еще худой был. Я, ну, прям реально все, типа, варианты перебрал. Типа, блин, я постарею, типа, кожа будет свисать, или еще что, и так далее, и так далее, и так далее. И случилось, я потолстел. Прикиньте, нахуй. Прикиньте. Я бы себе там, не знаю, набил бы на животе или еще где-нибудь лицо какой-нибудь там, не знаю, женщины, может быть, или Владимира Владимировича Путина, там, не знаю. Ну, что угодно, я не знаю. По итогу это было бы, ну, супер ужасно. В нынешнее время его бы лицо совершенно, ну, или ее лицо вообще расплылось бы там конкретно. То есть там это уже был бы совершенно другой человек. Даже сложно представить себе, что это было бы. И потом, как людям объяснять, что это такое вообще? Ну, это же вообще кринж. Это же ужасно. Так ведь нельзя. Так ведь нельзя. И как люди, интересно, живут с такой херней? Ну, в том плане, что, типа... По молодости же все дохера импульсивные, тупые. Можно убрать, но не сказал бы. Здорово, Максим. Спасибо за клипы, Фрид. Бабку накачанную видел? О, жестко. Не, накачанная бабка это вообще типа круто. Чё, в тот раз напился? Который раз? Напомни, про какой ты говоришь. Я просто во время фильма просмотра этого уснул, и я даже половину не помню еще. Ну, как я понял, этот фильм крутился всю ночь, если что. Кино смотреть, спеши любить. Ну, это я помню, но... Как бы... Там показ этот шел всю ночь, поэтому... Можно сказать, что прям на это... Деньги были отработаны сполна. Так. Чтобы вы понимали контекст разговора, вот Максим заходил и там фильм заказывал.
Пиши любить. Не ставьте последний Windows 24H2. Сейчас под страхом потери всех данных. А, нихера. Ладно, мне пора, удачи тебе пока. Давай, Кемпик. Спасибо за общение. Заходи обязательно. Давай. Давай. Хотя не нашел, чтобы такие приколы у кого-то еще были. У меня наушники стали громче 5 раз, появился шум в них и хром сам закрываться. Ну, половина дров слетел. Ну это вообще типа, ну, неудивительно. В том плане, что очень даже реальная тема. Учитывая то, что это же в этом году было, да? Они какое-то обновление выкатили, которое потом нахер вообще ломало всю систему, и таким образом они сломали до хера, ну, очень много услуг и всяких разных этих компаний, так сказать, остановили свою работу из-за того, что однажды утром вдруг обнаружили, что у них винда обновилась, и там все слетело к херам. Здорово, Мау. Не, они выкатили. Ты читал новости тогда? Ну да, у меня же, по-моему, даже статья об этом была, типа, они какую-то херню такую жесткую сделали, блин. Так. Обновление. Windows. Из-за ошибки обновления... во. Из-за ошибки обновления Windows в разных странах мира не работают аэропорты, банкоматы, терминалы магазинов, телевещатели. Везде появляется синий экран смерти. Сбой произошел из-за поставщика ПО CrowdStrike. Компания выявила проблему и отменила объявление, но это не помогает устройствам, которых уже затронула ошибка. Вообще пиздец. Это жестко. Так что это вообще не удивительно. Из-за CrowdStrike это было. Ну да. Но тем не менее. Ну а как это работает? Причем тут вообще, ну, какой-то CrowdStrike, когда как у них, ну, не знаю, когда как это Microsoft. Не понимаю этого момента. Просто все тогда пошли срать Windows, хотя Crowd это сказать, что у них просто одного не встало. Погоди, ну как это работает? Типа CrowdStrike вообще не относится к Microsoft или что? Блин. Эта лампа меня с ума нахуй сведет, она падает и падает. Стой. Ё-моё.
Тупой нормал. Я нормал, ребята. Только лежит. Лежит говнюк. Кто одышку получил? Блин, я одышку получил. Ща подхилимся. Так, Громила. А, погоди. Ну. Дай бумер отдадим. Угу. Так, смотрим. А, это сюда. Соточку громили. И... Ай. Блин, сегодня палец порезал большой, пока мясо резал. Ай, якутский нож у меня слишком острый получился. Только лишь слегка задел, блин, палец. И все. Благо отдернул вовремя нож от пальца. Иначе еще глубже получилось бы. Да ладно, ну попади уже. Ага, хорош. Ух ты как. Ух ты как здорово получилось. Давай. Че, уже поспал? А, быстро. О. А. Так, шоу отдаем. Что за героическая музыка? Кого завалил? Вожака супермутантов. Университет комбат. Разрывная ракета. Ну, это интересно.
Ледник. Фанфал. Какой котенок? Ну, вот, чуть-чуть, такой, ну, Ханагама коты. вот сюда. Бунада, да. Мя. Не твоя енот. Да. Коронные фразочки других людей не воруем. Так. Перегрузка. Воу, погодите. А где? А что? Ау. Отдаем глазастику. Чё? Кольнуло в руке, не понял. Так, а это что за херня вообще? Что за фанфал? На протяжении истории вооруженных сил эту винтовку всегда предпочитали любым другим. Надежное штурмовое оружие, идеально подходящее для тактических операций. Не, ну давай это дадим этому здоровяку нашему. И подкинем ему, пожалуй, Патриков. Фоточку, например. Угу. Все. Шов светится, страдает от тошноты. Лучевая болезнь. Да как ты умудрился вообще? Кайф. Так. Лучевая болезнь стома. Бартера прокачиваем. Угу. Блин, парит меня то, что, знаете, в этой игре иногда просто какого-то хера нет музыки и так далее. Просто максимально рандомно. То его много, то его мало. Теперь пойми вообще. Так, еще подойду-ка.
О-о-о-о. Здоровичок бегает. Доктора мне. А, тут еще один этот есть. Танц. Так сказать. Да, это все только воображать надо. Типа на самом деле, не знаю, даже это вот прям такое укрепление крутое, вот это вот все. Здание такое мощное, типа церковь жесткая, вокруг которого собрались супермутанты. И они так долго осаждают этот город, что они тут аж дома построили. Вокруг домик организовали, городок организовали. Типа. Или этот городок существовал уже изначально, и просто супермутанты их заняли. Наверное, так. Наверное, и так. По-другому как-то глупо очень. Вроде все окей тут. Так. Надеюсь. Вот тут последние мужики остались, и все. Поскорее бы к 3D-шным фоллаутам перейти. Мне эта игра уже максимально геймплейно понятна, и как бы я супер уверен в том, что эта игра мне геймплейно ничего нового не предложит совершенно. Была бы тут диалоговая система, это еще окей. Может быть, было бы интересно. А так, ну тут все максимально единообразно теперь происходит все. Я уже в этом столько преисполнился. Ну типа да. Чё-то РДР так и не поиграл, да нормально? Дропнул его. Вау, вот это мы его сбрили. Я удалил пока. Не удалил. А, то есть осталось. Понял. Хорошо. Kansas City. Гелик. Кормил утром. А то холодильника отпадет. Да ёп.
О, гражданин, товарищ. Спасибо за рейд. Добро пожаловать в стиль. Да, давай. Чё ж мне так кошмарят, они. Ладно, давайте спокойненько этого чувачка просто убьем. Не будем спешить. Воу, вот так вот. Тише едешь, дальше будешь, как говорится. Вы успешно уничтожили всех командиров супермутантов. Возвращайтесь к епископу Гулей. Будет сделано. Валика Алексанян. Здравствуй, здравствуй. Рад видеть. Да, максимально базированный. Ну, убейте вы этого товарища. Ладно, зайдем и убьем его. Ух, успели выстрелить. Так. Блин, дробовики меня вообще не интересуют. О, что это за говно? Панк. А! Так это дробовик. Ну, продам. Товарищу доктору это все. Так, давайте посмотрим, что у вожака в карманах. Да. Стабильно все. Ладно, возвращаемся. Блин, он спал. Вы прикиньте, да, типа, мы ему в голову всаживаем со снайперской винтовки патроном 7,62. И у него настолько крепкий череп, что он, ну, мы его не проламываем его. Судьбой, присоединяйтесь ко мне. А жареных гвоздей не хочешь? О, спасибо за рейд, Сайленсер. Здорово, здорово. Я спросил, Что ему жареных череп не гвоздей пробиваем, а хочешь? Нет? типа устраиваем ему чисто, ну, сотрясение мозга. Представь себе, насколько у него крепкий череп просто. Что ж, семерки не пробивает его, он просто падает типа в обморок. Охереть можно. Как создание, рожденное от союза массы и энергии, взрываешься ты в самой гуще светотатцев, отделяя плоть от кости, как множество нестабильных позитронов от разлагающегося квантового числа. Аминь, Теряю аминь. плоть спасителя моего Господа деления внутриядерного, султана решетки нейтринной тебе, а воплощение облученной стали. Да пребудет с тобой благословение вечно заражающего, и доправит он руку твою. Спасибо. Епископ дал свое согласие. Исследовательский отряд прибыл и забирает боеголовку. Задание выполнено. Следуйте к сетке выхода. Ага, все сделано. Так, сетка выхода где? Наверное, где-то внизу. Да. Хочу пиццу. Блин, я завтра, знаете, что думаю приготовить? Картошку фри. Ебать, вы чё? Это что за рофл?
Ну-ка нахуй, ну-ка нахуй. Сука. Это чё за... Нихера себе. Ублюдок хотел меня удивить. Ему это удалось. Бронебойная ракета. Однако. Так, погодите. О, глазастик у нас получил уровень, кстати. Так. Давайте глазастику дадим ракету. Вернем обратно 5 штук. Еще 3. Все, ровно. Блин, она у меня прям супер глазастик, вы гляньте. Процент какой освоения легкого оружия. Да, это вам не хухры-мухры. Первая волна наступления супермутантов смята, и группы «Пятно» и «Тень» сейчас несут караульную службу в надгробии. Епископ сдержал свое слово и предоставил ядерную бомбу, которую он все время называет плутонием, в распоряжение братства. Мутанты в последнее время понесли очень тяжелые потери, и потребуется время, чтобы они могли предпринять еще одну атаку такого масштаба. Бомба уже в пути. Пленные зверомаги и налетчики тащат радиоактивную боеголовку в обшитый свинцом подземный бункер, разумеется, под вооруженной охраной. К сожалению, наших запасов Рад-Х и антирадина хватает только для снабжения самых приоритетных заданий, так что пленные пусть выкручиваются как могут. Это война, брат. А война, братишка, это ад. Бро. Но не отчаивайтесь. Пусть они умрут страшной смертью в бреду и блевотине. Их жизни будут отданы на благо возрождения цивилизации из пепла. Не каждому на пустошах так повезло. Во время осады супермутантов погибли считанные единицы гулей надгробия. Епископ думает, что это воля его языческого бога, и теперь он безвозмездно передаст нам всю документацию и знания о ядерной боеголовке. Это сэкономит нашим песцам время на исследование бомбы и позволит им сосредоточиться на других приоритетных проектах. Вы устанавливаете планку совершенства, брат. Можете Спасибо, идти. брат. Бро. Так, не, нахер этих мутантов. Дайте спокойно доехать до дома. Как же они стараются меня поймать. Да ё-моё. Так. Икс. По обычаю заходим сюда. Так, смотрим. 100 патроны. Блин, Томми Ган есть так-то. Не знаю даже. Наверное, прикольная тема. Так, это я продам. Сейчас, короче, будем все отдавать, что будем на продажу выставлять.
А хотя давайте Томиган тоже продам. Ну, блин, будем честны, я скорее всего им не буду пользоваться вообще. У меня есть снайперские винтовки, и это, ну, и это прекрасно. Да ёлы-палы. Не случайно все патроны перевел. Так, что по Патрику? Так, шов. Так, давайте револьвер косулу продадим, потому что он не нужен уже. Один гранатомет лишний. Блин, насчет ракет, конечно, спорный момент. Так, хорошо. Джекхаммер не нужен. Кстати, патроны для дробовика, получается, тоже не нужны. Что-то совсем не обратил внимания, что они у меня тут есть. Так, лишние гранатометы, пулеметы. Так, о, много-много. Всего на продажу. А, у меня еще и уровень, оказывается. Так. Давайте ракета с Томи. Так. Смотрим. Ага, еще ракета. Так, вот эти патроны точно не нужны. Ага. Всё. Теперь мега-торговец торгует. Чего? Миниган. А, блин, у них же миниганы были, я забыл совсем. Блин, я не лутал чуваков с миниганами. Блин. Так, а это что? Ракета ББ. Типа, стреляешь из него и ББ происходит. Полный ББ. Бай-бай. Так, ладно. Бык. Окей. Хотя давай Томиган вместо этого Вальтера. Да, все-таки Томиган засейвим. Так, смотрим, что ты можешь предложить. Не, все по-старому. Тоже оружие, что ему приносил. Но есть одно отличие, то, что у него есть миниганы. А так ли он мне нужен, а? Да вряд ли, знаете ли. Вряд ли, будем честны. Скорее всего, нет. У тебя ОБС же захватывал игру как Silent Hill? У тебя ОБС же как игру Silent Hill захватывал? Вопрос как-то неправильно сформулирован. Ты имеешь в виду, эта игра захватывается как Silent Hill? Нет, если что. Она у меня захватывается именно экраном. То есть вообще просто экран весь захватывается. То есть если я игру сверну, то рабочий экран, ну, рабочий стол будет видно, если что. А, в какой режим я юзал? Захват игры. Захват игры. Конкретно захват игры. И там есть отдельно окном или полноэкранно. А то, что что-то у друга не пашет захват. Поставь в самой игре полноэкранный режим, там в настройках типа или переведи в оконный режим наоборот. И пробуйте именно. Ща, погоди.
Так. Вот, захват игры. И вот тут вот. Вот захват отдельного окна. И тут вот просто Silent Hill выбираешь. И в самом Silent Hill, ну там, вы выбираете разные режимы этого самого экрана, полноэкранный, либо окном, и в окне без рамок. Вольно, солдат. Информация о местонахождении лидера супермутантов подтвердилась. Как вам, вероятно, уже известно, он называет себя Гаморином. Недавно мы выяснили его настоящее имя. Это паладин Латам, один из лучших воинов в составе Великого воздушного конвоя. Его считали мертвым. Нихера себе. Но через столько лет он снова появился под другим именем и с совсем другими идеалами. Это открытие объясняет, каким образом супермутанты смогли противодействовать нашей боевой тактике и разведке. Паладин Латам сам написал многие руководства, которые мы используем по сей день. Сначала мы думали, что мутанты вырвали эту информацию у генерала Барнаки. Но из записи видно, что наши методы были засвечены еще до того, как генерал попал в руки врага. Даже сейчас многие старейшины с трудом осознают тот факт, что паладин предал нас и повернулся против Ордена, но правду нельзя отрицать. В этом задании у вас две цели. Во-первых, убить Гаморина. Он опасный человек, и его знание нашей кухни может стать нашим смертным приговором. Без его руководства супермутанты лишатся лидера и дисциплины, а следовательно перестанут быть серьезной угрозой. Вторая ваша цель – освободить генерала Барнаки. По всем данным, его держат поблизости от Гаморина. Собирайте свой отряд и отправляйтесь незамедлительно. Можете идти. Вольно, солдат. Так, звучит как нечто... Ну, такое, типа, знаете, задание. Да будет благословен спаситель облученной паствы Плутония. Которая... Меня зовут Казмат. И со мной передает свои гниющие приветствия наш епископ. Девкон II. Ознаменует переход на следующую главу игры или вообще его конец. Я отправился сюда, чтобы доставить ядерные писания, в котором изложены магические свойства священной боеголовки. Только постигнув земные деяния Бога нашего, сможете вы правильно детонировать духовную энергию, заключенную внутри боеголовки. Да блин, как-то не хотелось бы детонировать. Подожди. Если это важно, то попробуй взять БТР. Он все-таки супер бронированный. Блин, кстати, медленнее ездит, да. Собаки. Окей, приехали. Вольно, солдат. Так. Что у нас тут? Окей.
Так, каждому по одному дам. Суперстимулятором. И все остальное доктору. Так, все. Ну давайте оценим. Так, ща. Ацеола называется, да? Ацеола. Ля, какие гламурные супермутанты. Фиолетовые какие-то. Нихера себе, наш дирижабль, прикиньте. Так. Ну, он где-то тут, скорее всего, рядом с этим дирижаблем. Ага. Ну... Можно, в принципе, вообще пойти... тупо направо. По краю карты, короче, будем двигаться. Нормально. Блин. Ёб твою мать. Пиздюлей заказываю. Не. Ошиблись. Адресы. Это как если бы, типа, курьер спросил курьера, типа, вы пиццу заказывали, типа. Нет, я сам доставляю, типа. Не, ну пора бы прикончить этого. Так, тихо, ложись. Ну да тормозите, блин, чё ползаете? Ёлы-палы. Так, птичка. Ладно, пока побережем птичку. Патронов у нас прям достаточно. Можем вообще не париться. Глупый человек. Угу. Вот так вот. Еще меня глупым называл.
Где? О, вальнули. Как будто прям приличное количество прибежало. Их, наверное, еще, ну, много, но не так много, как было раньше. Ай-яй-яй, тихо. Мочите. Он аж слегка отлетел и упал. Школа снайперских выстрелов по голове. Ну теперь я понимаю, почему они так много урона наносили. Ну... Блин, на самом деле это оружие хорошо должно стоить. Так, чисто заберем стволы. Да, они все такие. Ну блин, тяжелое оружие, очень тяжелое. Как книжные полки. Так. Сигнализация. Они вроде его не включали. Но давайте я тут... А, во, бежал, кстати, включать его, прикиньте. Не успел. Так. Так, дирижабль хочется все-таки заценить. А вдруг там прикол какой-нибудь? Оружие. Броня, кстати, силовая. О, вот это да. Смотрите, силовая броня. Так, пора хилиться. Блин, еще слепую продолжать бежать. Блин, я бы такой сериал посмотрел бы, кстати, вот. Ну, с такой концепцией, типа, братство стали, они выполняют какие-то, типа, крутые такие, знаете, миссии. Сражаются с всякими разными там какими-то тварями такого рода. Супермутанты вот такие. И выглядели бы они прям солидно, эти супермутанты. Ну представьте, они прям в руке держат, сука, 50-миллиметровую вот эту вот, блин, пулеметную хуйню, которая обычно ставится на технику типа военную, по типу танка, вот сверху пулеметное гнездо, или вот на Хаммере где-нибудь там. Вот это да, выглядит страшно на самом деле. Стойте, а где? Откуда он стреляет? Что-то не понимаю.
А, вот он. Ублюдок. Ох, мать. Вот это было близко сейчас.
Что, все чисто? Вкус победы. Да. Что-то реально есть. Пройду на свой пост, как военный. О, здравствуйте, детишки. Извините, у Шуру Шамбо нет ни конфетки, чтоб дать вам. Это у тебя на форме значок обета? Если да, ты поможешь мне снова взлететь. Мой дирижабль упал и не взлетает. Братья, братья, братья! Я не ждал вас так рвано. А я им говорил, что поднимется буря и прощай, воздушный конвой. Говорил-то говорил, а они разве слушали? Хрен там, глупые старейшины. Изгнали собственных братьев ради ничего. Ничего! А теперь почеши мне спинку, сынок, как я своему попке чесал. Попки. Говорил я, эти дирижабли опасны. Ну разве кто-нибудь слушал Рошамбо? Говорил я им, что эта штука будет летать как свинцовый дирижабль. А потом Гаморин рассказывает мне про мимное поле, чтобы я не подорвался ненароком на старости лет. А я ему и говорю: меняй себе имя сколько хочешь, сиреневый мой. Я все равно менял тебе пеленки, когда тебя еще и дюйма не было. У тебя есть что-нибудь блестящее поменяться? У меня есть только вот эта карта мимного поля. Мне ее дал Латам. Там сказано, что мим зарыт в поле, которое к северу от того дома на востоке. У Гаморина свои недостатки. Ну уж он не будет цацкаться с надоедливыми мимами. А надо ли мне вообще? Я же могу их видеть, нет? Ну, обнаружить имеется в виду. Там живут гномы. Окей, как дальше? Так, надо аккуратнее. Вот тут минное поле. Окей.
О. Привет, кактус. Здравствуй. Угу. Да. А какой именно? Siberian Game Jam, якутский оффлайновый Game Jam, русский онлайновый Game Jam, которая новая игра. Потом еще была «Начни игру». А, да, припоминаю что-то, да. У тебя какая игра была? А, понял, да. Прикольная была, да. Хочешь что? Dead Space кайфовала. Спасибо. О, да. Да. Ну, надеюсь, в скором времени возьмусь за какой-нибудь хороший проект в ближайшем будущем. Ну, имеется в виду без геймджема, вот прям взять и сделать какой-нибудь нормальный проект, который действительно сможет принести какие-то деньги. Надо бы что-то делать. Делать. А не просто говорить об этом. Бля, пацаны, сейчас умрем. Так, сохраняем. Садимся. Убейте этого. Ёпта, убейте его. Все, четко.
Это жестко. Блин. Давненько я бутера не кушал. Вообще кайфовая тема. Я, короче, сейчас бутер скушаю. Добротно обмазанное маслом. Сверху сыр. Сверху сыра копченая колбаса. Сверху мазик. И супер острая корейская жишка. Вот соус этот. Вообще неплохо получилось. Очень даже. Теперь тоже хочется. Дием. Все-таки имейте у себя в холодильнике чисто на крайний случай подобные продукты надо, да. Хлеб такой белый, мягкий. Там не жесткий, не это, ничего. Корочка мягкая. Ну, точнее, такой средней жесткости, я бы сказал. Мягкая это, ну, скорее такая, типа, подходит к тостам каким-нибудь, скорее всего. Есть все, кроме соуса. Ну, вот такую тему надо покупать. Ну, она такая прям, ну, любой еде придает вот так вот прям вкус бабье. Правда, потом, конечно, может так случиться, что ты будешь страдать на унитазе, но она того стоит. Блин, погодите, вы эти бомжи... Не хотел? Ну-ка. Глаза стеклутай. Блин, я прям оружейным магнатом становлюсь. Сам не понимаю, зачем и почему я это делаю, собираю все это. Я даже более чем уверен, что потом мне деньги сохранятся, и я их не потрачу даже ни на что. Ну ебашьте его. Твою мать. Ну, кстати, не всегда, прям, скажем, у тебя желудок болит. О, да. Я. Хлеб он рад-то. Вот этому человеку. Успешно скинул задачу. Да ебать. Хорош. Ну блин, эти козлы под землей где-то. Так. Этот гламурный, знающий толк в моде, супермутант.
Огребает. Что-то грызается еще. Да ладно. Смотри, подбадривает так слегка. Говорит, поцарапал на меня. Да что же ты делаешь? Остановись. Да. Блин, такое ощущение, как будто ты находишься на какой-нибудь ярмарке, где ты должен попасть по мишени, знаете, которая скидывает челика там типа в бассейн с водой. Вот что-то такое, типа. Прям такие вайбы у этого. Я чисто нахожусь в ярмарке. Веселье. Так. Парадиты. Сохранимся. Вот, мы направимся туда. Полгунка. Я почему-то ненароком, смотря на этих ползающих супермутантов, почему-то мне приходит в голову, знаете, этот Call of Duty какой-нибудь первый, второй, где они там по окопам ползали во Второй мировой. Не знаю. Прям что-то схожая какая-то тема происходит, как будто. Амаха бич какой-нибудь. У бедолаг вообще шансов нет. Так, ну все. Давайте в подземелье. О. Да ёбан. Так. Ясно. Глючная камера. Ну блин, там... Не, ну давайте я не пойду посюда. Я там сейчас заработаю себе лучевую болезнь и прочую херню. Я там уже всю базу зачистил, пойдем потуда. Пожалуй, я не буду херней страдать. Мог бы пострадать херней, но не буду. О, все. Блин, двери автоматические. Токомата. Теперь генерал Барнаки роботов. В смысле роботов? В смысле у роботов? Че за бред еще? Гаморин? Гаморин, это ты? Я подвел тебя, мой лорд. Мы это все супермутант-актер. Это чудище одно перебило целый взвод. Они смяли нас, эти штуки. По школе Станиславского. Они не знают боли. Когда-то я про себя так думал. Они схватили моего пленника, генерала Барнаки. Я не успел ничего из него вытащить.
Он крепкий орешек, не скоро расколешь. И мутантов очень не любит. Видел бы ты это, Гаморин. Как будто разгневанный бог выдыхает огонь и смерть. Мою смерть. Я умираю. Мне уже совсем не больно. Почему так светло? Только бы не опять этот чертов робот. Создатель. Какая драма разыгралась. Блин, он сдох. А я его мог спасти вообще? Ё-моё. Оу. Так, письмо сюда. Это не важно кому. Так, полочки, давайте смотрим. Шоу. Не, ну тут, кажется, реально вот эта вот тема происходит с этими. Типа с институтом. Короче, киборги. Убийц. Здесь замешано. Киборги убийцы. Так, вот уровень. Ага. Окей, сохраняем. Ебдрить. По-моему, там конкретно все. Никого не осталось в живых. Блин, гляньте на этого хитрого ублюдка. А, не-не-не-не-не-не, ты что делаешь? Я сдох просто. А, я вроде да. Да. Пускаем вперед стопну, и он сейчас сделает все по красоте. Опа. Вот так вот. Угу. Оба-на. Блин. Ничего себе огнемет. Хорошо, что выглянул один. Не то по всем урон прошел бы. Так. Че зачем? Нужна полка. Так, патронов хватает лучше. Ага.
А, это выход? О. Не спешим уходить. Тут у нас осталось еще дело. Слишком много выживших. Так, стоп. По кому мы сейчас шмальнули? Кто это вообще? Гаморин. Слушай. Так он чел вообще. Вот этого я не ожидал. Я думал, он супермутант, а нет. Вполне себе похож на человека. Добро пожаловать, братья. Добро пожаловать. Здорово. Какие замечательные солдаты передо мной. Видели бы вас старейшины западного побережья. Они бы наконец согласились с нами по вопросу о том, надо ли братству делиться своими знаниями и технологией. Но я отвлекся. Вы уверены, что сможете остановить угрозу с запада? Твои глаза выдают тебя, брат. Они говорят мне, что ты понятия не имеешь, кто это такой или что это такое. Старейшины никогда не видели дальше собственного носа. Но этому приходит конец. Боюсь, генерала здесь нет и спасать некого. Меня вам тоже не спасти, как и самих себя. Ну что ж, покажите мне, чему вы научились. Супермутант умеет стричь. Блядь, ебите ему мозги на. Ложитесь. Так, тихо. Тихо. Ну шов, пожалуйста, вылечи себя. Блин, жесть. Так, ты не сможешь себя вылечить, понял. Да ёбаный, вылечи себя, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я пожертвовал самой своей личностью вовсе не для того, чтобы меня убили те, кого я стремлюсь спасти. Спросите себя, что вы получите, убив меня? Судите меня не по моим действиям, а по целям. Этот мертвый враг не остановится до тех пор, пока не уничтожит все живое. Почему вы этого не видите? Почему? Да не просто без понятия. Вы выполнили задание. Следуйте к сетке выхода для эвакуации. Зачем все так усложнять, вообще не понимаю. Почему бы не послать человека там, типа, побазарить, типа. Эй, здорово, братья. У нас тут проблемка. И все такое. Нет, надо было прям творить полную херню. Эх. Он прям гэнгстер. Томми Ган на него, блин. Ну и придурок. Так. Глазастику. Угу. Сундучело. О, чемоданчик. Описание отсутствует. Так. Это любопытно. Голодиск. Чего, блядь? Тут где-то голодиск валяется. Вы прикиньте, какой пиксель-хантинг? Я должен был его найти. ВАЦ, электронница. Ага. Это ничего не даст. Адресованной жене Марии. Так, хорошо. Так, голодиски забрал.
Epic Sin Hunting продолжается. А вдруг еще что-то есть? Да вроде не надо. Ладно, пошли отсюда. Чья игра? Упал, вставай, встал, упай. Упай, чекопай, не суди, не гуди. Не будай, да вода, буди, да буди, да будай. Что я сейчас только что прочитал? Отчасти как будто бы строки песни популярной. Как она называется, уже забыл. Давно не слышал ее. Ну ману моей. Да боди, да будай. Ну ману моей. Ну ману моей. И чепляю ей ради ставим дэй. А где выход? Ну, пойдемте, попробуем к этому психу с дирижабля подойти. Эйфель. Вау. Мы этого хера грохнули. Да за шо? Что-то я не понял, почему мы его убили. Чего? Не, я, пожалуй, грузанусь, я хз. Это было странно. Я этого не хотел. Громила. Меня больше всего забавляет тот факт, что потом ведь это будет... Ну, прикиньте, они, короче, ну, они ведь постареют рано или поздно. И нас уже, ну, на этом свете не будет, но они будут старые, вот эти вот молодые ребята, которые как квадробингом, ну, занимались. Или будут продолжать заниматься. Они прям такие скажут: о, ну, будут рассказывать, да, прикиньте. Я тогда в молодости таким квадробингом занимался. Великолепная работа, воин. Сегодняшний день станет для братства днем радости и скорби. Гаморин был предателем, убийцей и мошенником, но все-таки он был паладин. Когда-то его деяния принесли зарю надежды на пустоши. Но когда великая буря оторвала его корабль от конвоя и бросила на землю, что-то с ним случилось. В тот момент родился Гаморин, и братство потеряло своего любимого сына. Теперь, когда вождь мутантов погиб, они разделились на группки. Некоторые дерутся между собой за лидерство, а некоторые, не поверите, предложили свои услуги братству. Хотя мутанты еще не перестали быть угрозой, угроза эта сильно ослабла. Пройдет некоторое время, пока они не соберут силы. Я же правильно понимаю? Сейчас отряд «Кинжал» патрулирует район, вылавливая всех блудных мутантов. Портфель, который вы вынесли с базы Гаморина, оказался бесценной находкой. Это переносная станция управления ядерными боеприпасами еще до военных времен. И, как говорят наши песцы, ее можно настроить на нашу ядерную боеголовку. Жестко. Как один из участников воздушного конвоя, я хотел бы выразить вам свою отдельную благодарность за спасение дневника паладина Латама.
Он содержит ценную информацию, и наши писцы сейчас По-моему, не сопоставляют красиво, описанные в нем события Да с нет. известными нам событиями. Этот дневник просто ответил конкретно на многие и многие вопросы. бунтуют таким Хотя образом. на базе нашли некоторые вещи, принадлежащие генералу Барнаки, местонахождение его самого продолжает оставаться загадкой. Мы можем только молиться за его здоровье и продолжать поиски. Будьте уверены, наши следователи круглые сутки работают с пленными мутантами. Время покажет. Поминальная служба по паладину Латаму состоится сегодня в автомастерских в 22:00. Свободны. Ну, это реально, типа, одна из такой, ну, херни по типу как называется? Ну, типа Эма или там Гота, что-то такое. Чисто то, что вот не нравится взрослому поколению, вот то они и делают, короче. Чисто ради привлечения внимания, или выражения своего недовольства, или, ну, просто всех посылать нахуй таким образом. Это просто, типа, такой способ самовыражения, не более того. Но это выглядит, конечно, ебануто, что пиздец. Это да. Ебануто, что пиздец. Угу. Так, окей. Понеслась. Помигаем сюда. А, блин, что? Вау, нельзя применять это. Ну, классно вообще. Окей. Ну тогда выбрасываем. Будем продавать. Так, бафы тоже продадим. Взрывчатка мне вообще нужно. Детонатор дополнительный. Тоже, в принципе, зачем? У меня сапер один. Это, ну, прям как команда. Просто специалист узкой направленности должен быть один у тебя в команде. Зачем тебе, ну, дохера каких-то? Два сапера — это уже перебор как будто. Так. Угу. А, ну вот эти тоже пошли. Ох. На продажу. Так, так, так. Ну тут все окей. Вот это на продажу. И окей. Так, патроны смотрим. Так, 300. У кого-то было мало, как будто бы очень. О, так. Сотку сюда. И сотку сюда. Вот этого тоже как будто овер до хера. Вообще не понимаю, зачем даже. Так, ментаты мне тоже нахер не нужны. Ведем здоровье и жизнь. А, блин. Громила. У Громила мало. Бой упас. Придется покупать. Окей.
Ну вы чё, ёб вашу мать. Серьезно, ты типа далеко? Ладно. Так, я все еще пролезаю. Угу. Так, хорошо, ладно. Нахера вообще? $17 000, неплохо. Неплохо. Так. Мне нужны патроны. Вроде больше других пушек нету новых, чисто, да. Все по старинке. Ну и давай вот этот 1000 патронов заберем. Да, пойдет. Кайф. Так. Ну все, дележ патронов. Сюда, сюда, сюда. Так, смотрим еще раз. 200, 50, 200, 200, 200. Так, начнем с громил. Давайте ему дадим 350. Да в смысле далеко? Да ёбаный в рот, почему он туда убежал? Чё за хуйня? Вот реально, вот тут иногда, не знаю, ход поиска пути как-то сломанно работает очень. Не, давай 200 патронов пока. 200 глазастиков, 200 бумеров. Так, у громила 400 и у всех по 400. Окей, дальше раздаем. Короче, как карту будем раздавать. 50, 50, 50, 50, 50, 30, 30, 30, 30. Пятихатка, 400, 400, пятихатка. Почему нету? Не понял. Я промахнулся? Да нет. Ладно. Ну все, пойдем поговорим. Подождите, у нас же тут сейчас такая тема, что мы можем даже нанять, по-моему, супермутантов, да, себе на службу. Я же правильно понимаю? Ёбаный стыд, это реально. Куки. У Куки в жизни все просто. Она умеет метать штуки. Большие тяжелые штуки. Далеко. Она умеет ударить штукой по штуке. Сильно ударить. К тому же она подвижнее, чем большинство ее друзей-мутантов. И у нее очень развито чувство стиля. Куки, Куки, Куки. Тупо печенька. Куки — это печенька.
Джон. Раньше Джон мог бы стать великим нейрохирургом или известным пианистом, но в настоящее время он работает врачом братства и применяет свое врачебное мастерство и ловкость. Тут чекнул хентай. Если, блин. Че во времени какой-то там типу предложили переродиться, а он выбрал вернуться назад во времени. Он перенесся, чтобы исправить свою жизнь. Ну, как бы стандартно. Довольно-таки стандартно. Вектор. Вектор раньше была стриптизершей, а сейчас числится снайпером. Она может часами лежать в канаве или на крыше, не шевелясь, а затем выпустить целую пулю. А выпустить пулю как раз в нужный момент. Ну, у меня глазасик как-то... Пиздец. А чё она не растет? Почему глазастик у меня маленького роста? Ладно. Глазастик, пора на отдых. Ты свое отстреляла. Куда убежала? Ты чё, ёбана в рот? Ну, пиздец. Ну, сука, хватит уже так делать. Жесть какая. Так. Отдыхай. В смысле? Это же мой глазастик, но профиль. Не? Ну да. Че? Где она? Так один в один, это же один человек тут. А это, по-моему, как его там? Губошлеп или как его там звали, которого я убил недавно. Да ладно, тут портрет повторяется, что ли, некоторые? Ну ладно, это вот единственное, что повторилось уже. Я подумал, я отправил ее отдыхать, и она вдруг повысилась максимально. Я даже, ну, странно. Ладно, вектор, это да. Вектор. Угу. Довольно-таки крутая. Беру. Блин, вот стомы, конечно, это... Я не знаю. Как казалось, его девка взяла в нем прошлое. Что за дерьмо? Вау. Да. Говорящие японцы умеют.
На прошлом стриме кто-то мне писал какую-то хуйню из разряда есть такое аниме или хентай, я не уверен, в котором есть фраза по типу типа ну бля, звучит вообще ужасно, если честно, типа как же я рад, что мой сын стал мне женой, короче, что-то такое. Блять, это пиздец какой-то. Жуть берет нахуй. Я надеюсь, это, блять, неправда и такого вообще не существует, но хуй знает, блять. Вполне себе реально, как будто. Вполне себе реально. Боб. Боба. Не, кто-то писал такое дерьмо. Ведь хуй кто сознается. Или сознается. Психомат. Психомат. Чё за дерьмо? Вы откуда такие ебанутые фильмы знаете? Блять. Чего, блять? Зачал сам себя? То есть, пиздец. Да, это жестко. Блять. Ну и бред вообще. О, я паладин, нихера себе. Слегка отдает такое ощущение, как будто бы, знаете, как будто я забуксовал. Забуксовал. Что чувство, когда ты забуксовал? Так.
А, ну шоп вообще, типа, его нельзя продавать, кстати. Ну, точнее, отдавать. Выдавать тебе. Воу-воу-воу. Ты чё? Это сейчас Twitch не так поймет, но... Да. Надо поаккуратнее. Ладно, я походу должен задать этот вопрос вам, ребята. Короче, прикиньте, приходит путешественник во времени к вам и говорит, что вы должны отправиться с ним, короче, во времени, путешествие в прошлое, и зачать, короче, сами себя, так как вы, ну, по-другому никак. Но при этом, типа, ну, зачатие должно происходить. Мы одержали победу в этом регионе. Пришла пора перебазироваться в новый форпост на западе. Собирайте свой отряд и отправляйтесь туда как можно скорее. То есть изначально вообще само понятие зачатия самого себя это уже полный пиздец, не? То есть я думал, что я сейчас пиздецовый вопрос задам, но нет, оказывается, вы это уже изначально сами делали все это время со словами зачать самого себя. Так, сегодня первый день на работу сходил. Супермутанты были мощными противниками, наделенными великой отвагой и силой. Но без лидерства Гаморина они никогда не будут представлять былой угрозы для братства. Предательство Гаморина преподало братьям самый жестокий урок. Даже чистейшие сердцем могут оступиться. Старейшины и генералы должны, однако, устранить свою скорбь на время, ведь у них есть множество срочнейших дел. Сведения, полученные на базе Гаморина, указывают на то, что путь отрядов мутантов проходил близко к рассчитанному местоположению убежища 0. Возможно, что орда мутантов обнаружила местонахождение убежища 0 во время исхода с запада. Есть ли связь между обнаружением мутантами убежища 0 и появлением угрозы со стороны роботов? Только время покажет это. Но в будущем появился один ясный момент. Новые схватки с роботами неизбежны. У братства появился новый смертельный враг. Роботы. Ребята. Роботы.
Блин, вот это было не круто сейчас. Ёбаный рот. А почему? Так, стоп. Мы одержали победу в этом. Окей. Все, валим отсюда. Но поедем на одной машине, пожалуй. Что-то мы, ну, из-за того, что на разные тачки сели, как-то херово все сработало. Как будто натуралист не работает. Все. Ну, машина, я думаю, один хер. Супер. Отправится. Какого хера? Он как будто не будет до свидули, блядь. Ай, бля, я вспомнил, сука, у меня же глазастик натуралист, у меня же глазастик натуралист. Тут-то я думаю, в чем прикол-то, типа, зачем я ее с тебя держал, типа, оказывается, вот оно что. Она супер ценный член команды. Пиздец. Не, ну без глазастика никак. Без глазастика никак. Всё, пиздуй. Глазастик. Здорово. Отпуск недолго длился, не это точно. Да. Ну и все, ну и все. Ну все. Пустошь. Дайте сейчас преодолеем, как них поделать. Мы одержали... Ну теперь любопытен такой момент. Неважно ведь, да, типа, ну, на какую тачку я сяду. Они же все переместятся или важно все-таки? Наверное, важно. Ладно, короче, похрен. Ну и все. Во, вообще кайф. Господи, намного лучше. Все, я с глазастиком никогда не расстанусь. Она прям, да, максимально безопасное путешествие нам гарантирует. Блин, хер его знает без нее, как, ну, вот это путешествие растянулось бы. Минимум минут на 20-30 реального времени, скорее всего.
Вы смотрите, как дохера этих стычек. Ёб твою мать, я вообще не двигаюсь с этой точки. Что? Сколько нападений может быть в одной точке? Охереть. Все, выходим. Блин, вот это супер база, походу. Мега база. Самая базированная база. Так. Он у нас. Непонятно. Ну ладно, потом. Так. Наконец-то база не под землей. О. Хотя вряд ли тут есть какие-то новые товары. Нет никто. У меня дела, надо перебрать новую партию мира. Заходи, брат, заходи. Я Гасан, завхоз этого бункера братства. Если тебе нужно хорошее снаряжение, приходи ко мне. У нас в бункере девиз. Снаряжение — это не нудная обязанность. Снаряжение — это образ жизни. Ну чем могу... Блин, надеюсь, он не арбуз продает, блин. Так. А нормальное снаряжение? Ну, все то же самое, что я ему... Ну, вообще, в принципе, продавал интендантам. Да. Не, ну как бы логично, как бы... Мы же типа все дерьмо таскаем с собой. Из одного бункера в другой. Окей. Военный врач. 2 военных врача. Извините, мы тут в последнее время очень заняты. За последние 12 часов я вправила 13 переломов, ампутировала 4 конечности и сделала полный обход. Ой, как невежливо с моей стороны. Я писец Хайленд, но, пожалуйста, зовите меня просто доктор. Я тут постоянно, так что обращайтесь, если приболеете. Здравствуйте, я Блайс. Я помощник Хайленд. Чем могу быть полезен? Приветствую, воин. Ваше следующее задание приведет вас в Джанкшн-Сити, средних размеров городок, который отказался войти в союз с Братством. Их независимая позиция еще более укрепилась прошлой ночью, когда они одержали победу над роботом. Наши старейшины в полном недоумении. Как можно было одержать такую победу без тяжелого вооружения? Это загадка, ответ на которую может быть ключом к победе. Посмотрим, что вы сможете выяснить. И еще важнее... Так, ну окей, это мы оставим на завтра. BS4. Ну давайте мы сейчас заценим хоррор-игру. Чуть-чуть время есть. Что-то совсем забыл, что у нас еще одна игра же есть. Еще одна игра. Плюс игра. Так. Музыка из Fallout продолжает играть, хотя она выключена. Прикольно, да? Так, вроде вырубилась.
Так, хорошо. Ща. Игра называется At Dead of Night. И это вроде даже должна быть страшной игрой. Приветствуем вас в отеле Sea View. Кликните, чтобы войти. Вот такая вот загогулина. Сохранить игру, быстрый выход X, приглушить музыку. Громкость. Чё за управление такое? Ну, войти. Так, подождите. Ага, все. Джимми! 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 Я может быть Джимми. Оставьте меня, говорит. Хватит. Оставьте меня в покое. Прям реально актеры, нихера себе. Это, походу, прикольная игра. Алло, Майя, это Ханна. Ханна, Коля, где ты, блядь? Я ее хожу тут вообще в одного. Где ты сейчас? Откуда звонишь? Мы все застряли в отеле по пути, насколько ты далеко? Ну, не знаю, я позвоню, когда доберусь. Ты не сможешь, тут нет сигнала. А как она звонит тогда? Ну, не важно, просто отдохни, Ханна. Слушай, убедись, что... А что за бред? Как она звонит, если там нет сигнала? Джимми Холл. View Hotel. I presume. Майя, я полагаю. Don't be alarmed. Не волнуйся. Your friends Твои друзья booked you in. записали тебя в... Дай проверим. Yes. Да, Room 101. номер It's all been 101. paid for, so you Все don't have to оплачено, worry так что about тебе anything. не о чем беспокоиться. Very nice friends. У тебя хорошие друзья? Very nice. Очень хорошие. And there's quite a few Ваша группа людей you очень I see хорошая. as well. Nice to see so Приятно many видеть fresh для разнообразия young свежих молодых лиц faces. For a в change. нашем отеле. You're here И for the вы music тут festival in из-за town, I городского presume. музыкального фестиваля, я полагаю. Yeah, Ну we were да, мы supposed to be хотели camping остановиться there в кемпинге tonight, тут, но... There's hardly Не weather for думаю, это that, is подходящая there? погода, да? Will you be staying for Вы breakfast? останетесь на завтра? So. Ну, я We'll так не probably думаю. Мы, just наверное, get просто going. уйдем. And, Хорошо, если вы не if you don't mind возражаете, me я asking, спрошу вас, Maya, Майя. would you be interested in Заинтересует ли вас the развлекательное шоу, которое будет entertainment проходить сегодня? Tonight? Сегодня? starts around Ну, начинается midnight, около полуночи, usually. обычно. me Вообще-то doing it, я там actually. выступаю Comedy. в жанре комедии. I do this Изображаю comedy комедийного character персонажа, called которого зовут Hugo Панч. Punch. He's sort of this Он вроде комедийного comedic социопата. sociopath, says Он things говорит that you're то, not что supposed to нельзя say, говорить и тому подобное. that sort of thing. It's quite popular. Он довольно with популярен students. среди студентов. I don't think so. Я так не думаю. We're all just going Мы to все bed, I просто think. пойдем You sure I ложиться can't спать. twist Вы уверены, your что не arm могу on вас this? переубедить?
It's okay. I'd Я, rather наверное, just лучше go просто to пойду bed. спать. Sorry. Извините. Ладно. Хорошо, ладно. Which way are the rooms? А где находится комната? Ну, just take the просто lift, поднимитесь на you're on лифте, the ваш first floor. номер на первом Okay, этаже. thanks. Хорошо, спасибо. На Oh, лифте and, на and первом then drop этаже. your key И off завтра, in the когда будете box, уезжать, не if могли you бы вы will, мои оставить please, ключ tomorrow. от номера в ящике? Хорошо. Best show in Лучший шоу в town. No городе, ни takers. одного желающего. Блин, обидно. Who needs Кому нужно proper хорошее entertainment развлечение, when когда you've есть got YouTube, YouTube, My My Face, Face и and всякое whatever. такое. Stupid, Глупые, uncultured. некультурные. Хьюго не любит глупых детей. Они непослушны. Don't start Не this начинай again. это снова. Крышняки. Don't want to hear it, Я не okay? хочу это услышать, хорошо? Not tonight. Не сегодня. Не послушай дети, как тухлые яйца. Им нужно преподать урок. Опа. Shut up! Just Заткнись. shut Да up! просто заткнись. You always do Ты this. всегда They're так делаешь, paying клиенты нам customers. платят. They haven't done Они anything ничего to тебе не you. сделали. Just leave Просто them alone. оставь их. Bad eggs need Тухлые cracking. Whack яйца 'em нужно hard and crack разбивать. the Раскали shell. их Kick 'em стороны. down the stairs to Толкни с лестницы hell. прямо в ад. You know what you need to do, Ты Jimmy. знаешь, что тебе нужно делать. Show them who's Покажи им, кто boss. в доме хозяин. That's the way to Я тебе do покажу, it. как это делать. Ну и все. Надо было согласиться на это сраное комедийное шоу. Все. Людей пиздят уже. Вот так, теперь поспи. Ну? А, дверь захлопнулась, ключи внутри. Да. Связи нет, конечно. Да забери все ключи просто. Мастер Ки. Беги из отеля. Беги, пока можешь. Тебе нужно узнать, что он сделал, и рассказать всем. Заставь его осознать, что он сделал. Ага. Ох, мать твою, все, игра началась. В отеле Сивью темное прошлое. Его призраки могут вам о нем рассказать. Используйте переговорное устройство, чтобы общаться с ними. А, вот оно как. Они расскажут вам о секретах Джимми. Но Джимми попытается скрыть правду. Любовь, сынок. Это устройство, которое вы нашли, наведите мышь на него, чтобы включить его. Вы можете общаться с духами, если находитесь к ним достаточно близко. Если вы столкнулись с трудностями, то перейдите в меню и посмотрите обучение. И продолжите игру. Вау. Вау. Че? Вау. Начните беседу с призраком сводных вопросов. Когда вы встречаетесь с призраками, вы можете задавать им вопросы, соединить их ответы, чтобы установить связи. Когда вы один, вы можете посмотреть ответы призрака здесь. Если нет ответа, значит рядом призраков нет. Громкий шум означает, что рядом находится призрак в состоянии высокой энергии.
Is anyone there? No. Ладно. Ебал, дремал, это че за пиздец? Вам надо найти компас и зеркальце. Я начинаю осознавать, что я буду жестко попсираться в этой игре, потому что то, как она поворачивает камеру, вот все, это ебать. Он же резко, да, появится? Скорее всего. А как понять, что он близко или нет? Твою мать. Сучий потрох. Так. Отключить трясучку. И размытие. Ты думаешь, такое есть? А вот и нет. Все. Тряску не вырубить. Компас и зеркальце. Is anyone there? Ну, возможно, да. Погоди, я тут не попробовал уже вызвать духа. Is someone there? Ну так, да, довольно-таки прикольно. Так, погоди, лестницу. А, хотя нет, придется лестницу. Вниз пойдемте. Он все-таки был наверху. Ну ебаха-муха. О, no. Возвращаемся на этаж к этому психу, нахуй. Блин, на самом последний этаж. Ёб твою мать. Это сколько этажей? Is someone there? Так.
А. Подождите, у меня же есть ключ, не? А чё за звуки? Как будто бы сквозняк, но... Is someone there? Какой-то ребенок смеется. Не, ну кажется, придется на лифте поехать. Сука. Подвал. Сразу лучше начать с подвала. Да. Да, это ужастик. Who's there? Довольно-таки громко. Hello? Hello? Пиздец. Погоди, а прятаться можно? Нет. О, посмотри через замочную скважину. Ну, слегка напряжно. Да чтоб хотя бы одна дверь открылась, ну серьезно. Так, я был на первом этаже. На первом этаже он ходил. Значит, пошли на третий. Ой, блядь, ебать. Пиздюк стоял. Точнее, пиздючка. Жесть. Вы записали девочек в подвале. Ну, это хер откроется, конечно. Ай, блин. Ну, слегка неудобное, конечно, управление.
309. Опачки. Вы нашли написанную от руки записку со словами «Прощай». Дорогая мама, прости за все, прощай. Вы нашли кольцо в коробочке. Любопытно. Is someone there? Спрятаться в ванной. Сохраняем. Вау. В каждую комнату можно уйти. Понял. Да ёлы-палы, не то. Блять, он здесь где-то. В рот того еб... Он где-то поблизости шивается. Что-то там базарит, как пьяный. Не, ну он должен зайти в эту комнату, посмотреть, не? Хотя, может, конечно, ошибаюсь. Ну, кстати, он вроде ближе. Вроде. Да не, все еще бродит где-то там на этом этаже. Но то, что игра такая, сложно понять, где он конкретно находится. Вроде бы и далеко, но как быстро он перемещается. О, блядь. Вот, теперь я понял, он близко. Все, ладно. Остаемся. О, шаги. О, шаги. Кажется, он в 309-ю зашел.
Вот сейчас выйду, он прям сразу сюда зайдет, мне кажется. Просто тайминг такой охуенный словлю. Ну, вроде ушел. Хз. Ну, вроде его нету. Ебаный стыд. Ладно, пойдемте. Я не трус, но я боюсь. Сохранюсь еще на всякий случай. Опачки. Я увидел. Ну? А что если я выйду и скажу что-то типа... нельзя. Над говнюк тут зажал меня. Как пройти-то мимо? Он же там прямо ждет меня. Что делать? Блин, ну и дерьмо. Прятаться в ванной — это супер кал вообще. Что за бред? А, кстати, он ушел как будто. Ладно, уходим. Блин. А что за стрём? Сука, нихуя себе. Ежись, я вдруг по музыке такой типа среагировал нормально. Говнюк странный.
Ничего, он меня убил, типа. Ну, я сколько просто ушатал меня разок и нормально. Эта сволочь вернула меня обратно в комнату мою. Ай, погоди. А где устройство, кстати, нет уже? Я аж проснулся. Кладу. Это было жестко, да. Резковато. Ёпта. Колотушка. Несколько бутылок виски и других спиртных напитков. Джек Дэниелс. Детский кошелек. Бутыль горючего и зажигалку. Колотушка. Блять. А хули так темно-то? Сука, он где-то тут ходит. Кладовки рядом с лестницами. Блин, мне это обратно идти, что ли? Hey! Вот это я зарофлил сейчас, пизда. И чё, что ж, я просто крикнул «Эй!». Он идет? Да, он идет. Не знаю даже. Ну, довольно-таки, да. У тебя Twitch перестал работать?
Блин, там, да, оказывается, много народу написало на Твиче. Точнее, на Ютубе. А я даже не в курсе. Не, ну, как всегда. Рутон чат не пашет. Мне, прикинь, плееры на Твиче не работает, только чат. А, да ладно. Ну, у меня работает. Все работает. Испугался, не бойся, я друг. Бо. Испугался, не пугайся, я друг. А, в рот ебал, я побежал. Фу, похуй, где он. Налево пойду. Давай, го-го-го-го. Сука! Испугался. Не бойся. Я друг, я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, ты видишь меня, я тоже тебя вижу, давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут, ты не хочешь, почему, что не так? Зачем я это сделал? А смысл так рофлить, типа, кричать я тут, типа... То есть в этот момент я должен был выбежать из этой комнаты, побежать в другую сторону? Или чё? Расскажи, что за игра? Ну, довольно-таки прикольная игра. Тут катсцены с реальными актерами и все такое. Играем за девушку, которая пришла на какой-то музыкальный фестиваль, и неподалеку от места, где должен проходить музыкальный фестиваль, она останавливается у отеля, где остановились также ее другие друзья. И у этого отеля на цокольном этаже управляющий этого, ну, места, типа, говорит: слушайте, у меня в полночь будет классное мероприятие. Приходите, пожалуйста, я буду делать комедийное шоу, типа стендап социопатский какой-то, типа. И девушка такая: нет. Я бы хотела поспать, извините. Я пойду. И, короче, там, типа... И, короче, типа, уходит. А потом этот показывает этого чувака, как он начинает, как, сука, Джокер, блядь, типа... Ну, короче, как псих начинает сам с собой общаться, с голосом себя в башке. И голосом говорит, типа... Эти уёбки смеются над тобой. Иди разъеби их нахуй. Ну, никто не пришел, короче, к нему в полночь на этот самый... На его стендап-шутку. Играй давай. Да он тут где-то ходит же, ну типа, в смысле, зачем я выйду-то? Да, это он зовет меня, он там ходит. А смысл сидеть в шкафу пока да?
Не, ну смысл в том, что я в живых остаюсь. Ля, какая квартирка. Трофей награда. Джимми Холл. Я типа не понимаю, где он. Просто вот по звуку как будто должен понимать, где он, но... Вообще хер пойми, где он. Он вроде вот, но точно на этом этаже, но... Насколько он далеко? Хз. О, это еще и тупик. Это, блядь, тупик. Это, блядь. Сюка. Наконец-то компас нашел. Вы нашли компас, он приведет вас к ближайшему призраку. Вон охереть, как близко и вроде бы справа. Могу ошибаться. Не, ну я сейчас тут ебать заорал. Ну, он меня один раз уже стукнул. Это же, ну, типа не 3D модель, там, это, ну... Ну, такой чудаковатый. Плешивый, правда. И чё он ползает по коридору? Ну, как? Может быть. Ладно, пойду. Down here. Не знаю зачем. Я вот этой механики с криками из комнаты что-то вот прям не понимаю слегка. Типа, ну, я стараюсь его найти, но не могу. Не, он меня один раз уже стукнул, я же говорю. Я с этим устройством ходил, потом меня стукнул и устройство забрал. Поймал он меня на 3-м этаже, мы сейчас на 1-м находимся. Блять. Бля, иди нахуй.
Налево пойдем. Черт. Он же позади меня, блядь. Ебать. Ну да, он где-то, блядь, прям рядом. Блядь, так темно, нахуй. Выйди отсюда, блядь. У собаки рот. Он в коридоре. Ой, блядь, он позади был сейчас. Он прямо за спиной, нахуй. Да пошел ты нахуй, нет. Вот он меня один раз уже так наебал. Он в комнате, да. Хотя нет, в коридоре как будто. КС. Да-да. Фейк план. Так, ладно, давай лутаться. А, компас даже не один. Видимо, тампоны кончились. Да. Ключ. От номера 104. Запереть или отпереть правильным ключом. Погоди, я в 104-м, и у меня есть ключ от 104-го. Дверь закрыта. И в чем рофл? Ну, вроде далеко. Оу, е. Диазепам.
Шляпа шеф-повара. А чё Дезепам делал? Он типа усыпляющая какая-то штука, да? Ну хуй знает. О, укупник. Или как его? Даже русский актер, не? О, зеркало. Находясь в номере у входной двери или на кухне на цокольном этаже. Не, ну это в натуре заебись. Первый этаж. Ну, короче, устройство тут. И все. Че, пройдешь игру? Или слишком страшное? Не, ну не сказал, что страшное, но пройти можно. Просто я таких игр вообще не видел. Довольно-таки оригинальная игрушка. Интересная. Кладовка. О, найс. Устройство здесь. Должна быть. Пизда. Блин. А куда идти? Иди нахуй. Ой, иди нахуй. Он же меня вообще выебет, да? О, забрал. Найс, наконец-то. Спасибо за клип. А? Какие-то эти... Блин, как называется? Подвал, короче. Бля, сука. Бля. Сука. Зеркало чисто подсказывает, куда идти, и все. Пускай мимо пройдет. Вроде не должен сюда зайти.
Ну, где-то пикает, да. Да вроде близко очень, да. Пускай подальше будет. Тогда можно выбегать. Ну, вроде норм. Или нет? Давай, спокойно, Шифри. Спасибо за клипы. Обязательно гляну. Ебать, я не вовремя вышел. Мне пизда. Ты что делаешь? Ниппон? Он вроде ушел? Не, ну голос был слышен, как будто бы из коридора. Ладно, пора. Лол, меч. О, бля, ёбни. Ну, было бы классно. А похуй, давай. This way. Или вот этот крик в коридор, он работает таким образом, как будто бы я типа в коридоре кричу, и он должен мимо пройти просто по коридору. Это так типа работает, да? И в этот момент, когда он проходит мимо, я просто выхожу и иду в другую сторону.
Так, скорее всего. Бля, сука, он же за спиной. Быстро, похуй, заходи, блядь, поебать. Is someone there? О. Is anyone there? Да ёпта мать. Is anyone there? Кто он? Ну. What's your name? Эми, мне 10 лет. Так, в контакте Эмми, 10-летняя девочка. Спросите призыка, что вы видели. Выявите их ответы при выборе вещи. Я видел в подвале плачущую девочку. Кем она была? Это была я. Мальчик по имени Джимми запер меня в подвале. Потом он начал воровать у меня вещи. Так. Начал воровать вещи. Детский кошелек. Кому принадлежит детский кошелек? Он был моим. Мне подарили его на мой день рождения, но потом украли. Ага. Так. Я нашел трофей. Кому не принадлежат? Я не знаю. Так, подожди. Прощальная записка. Кто написал эту прощальную записку? Не знаю, говорит, по сути. Обручальное кольцо. Да больше нечего, как будто бы спрашивать. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? Кому принадлежат чемоданы? Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? Почему в ящиках лежит окровавленная ткань? Она могла быть моей. Нихуя себе. Diazepam? Where did the bottle of diazepam come from?
А суть того, где я его нашел, ну, неважно вообще, да? Who does the sword belong to? Кому принадлежит меч? Он был у Джимми. И мне он не нравился. А Who did the chef's hat belong кому to? принадлежит эта шляпа шеф-повара? Ну, видимо, я насчет всех вещей должен спросить. Так, давай зажигалкой рожек. I found a bottle of turpentine and a lighter. What were they for? Для чего они нужны? Я не знал, что это такое, пока Джимми не показал мне. А, бухло? Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? Не знаю, но детям нельзя пить алкоголь. Это нельзя. Where did the wooden paddle Откуда come взялась from? эта деревянная колотушка? Я не знаю. Но, видимо, да, не нападет. Видимо, во время общения с призраками не нападает. What was the coil of wire used Наверное. for? Колотушка с проволокой. Джимми носил ее с собой. А, да ладно, он душил людей, что Who ли? did the прям? wedding ring belong to? Кому принадлежало обручальное кольцо? Не знаю. Ладно. Душил змея. Да, душил так душил. А, погоди. Ладно. Пойдем на второй этаж. Зайдем в какую-нибудь комнату любую. И юзанем зеркало. Посмотрим, может быть, нам дадут подсказку, куда пойти дальше. Да ебать. О, бля, в туалет хочу. Так. Девочка плачет. Кошелек. А, это ж кошелек. А, в смысле? Надо кошелек вернуть? Бля, ще подойди. Is anyone there? Оп.
Is it Amy? Поставьте два ответа, которые, по вашему мнению, сделаны, чтобы... When you said Jimmy stole things from you, is that connected with what you said about the purse? Ага. Да, он забрал их, когда я не видела, и украл мои деньги. Я отругал его, но он не слушал. Ну, понятно. Джимми не хочет слушать. Все. И типа как будто бы надо идти на цокольный этаж. Джимми, отдай, это мое, хватит красть мои вещи. Окей. Is it Amy? Это Эми? Да, я Эми. I saw you shouting to Jimmy to give your toy back. Я видел, как Why ты did you кричал на take it? Джимми. Почему он отобрал ее от тебя? Потому что он думал, что это забавно. Он вернул ее, но потом все равно все испортил. А, вернул. А как отменить эту тему? Так, Джимми запер. А, погоди, что? What you said about Jimmy Да, ты stealing сказал, your что toy. Джимми украл тебе Does that have игрушку. something to do with Имеет ли the это связь с blood-stained окровавленной cloth? тканью? Я не знаю. А. А, вы уже соединили это.
What you said about Jimmy stealing your toy, does that have anything to do with what you said about the sword? What you said about Jimmy stealing your toy, is that connected with what you said about the purse? То есть я должен найти еще какую-то сраную игрушку? Блин. Блин, ну... Скорее всего, по этажам надо пройтись. Наверное, по третьему этажу. Найти эту игрушку. Ну окей, я понял, короче, как это работает. Он чисто ходит по этажам, где есть, ну, эти комнаты. Но в цокольном, подвальном этаже он не обитает обычно. Я так понимаю. А, блин. Черт, надо вернуться, выйти отсюда срочно. Так, это все засчитывается, сохраняется. Значит... Срочно сюда. Блин, тут жесткий сквозняк прям. Еб твою мать. Мне типа надо найти... лампу. Так, короче, пошли на первый этаж, видимо. Я, кажется, не все комнаты проверил, типа.
Детские рисунки жестокие с изображением. Окей. Ключик. Кладовка. Ваза. Серьезно, да. Фулл локализация игры. Озвучка фулл. Прикольно. С актерами. А какой игра? В воде. Это игры. Прикольно. До Нового года будет все готово. Прикольно. Вот так совпадение. Я хз вообще, в чем прикол запираться. Это же ебать палевно, не? Я от него узнал про эту игру, когда он только про нее постоянно говорил. Ну, игра-то пизда, прикольно.
Угу. Ключ от кладовки. Блять. Так, ну он мимо прошел вроде. Так, насколько я понимаю, мне сюда. Блять. Что-то близко, не? Да, нормально. А. Кладовочка. Прикол. Позвать Джимми. Идея как будто так себе, но... Так. Ну ёпта. А в чем суть игры? Ну, по сути, надо убежать просто из этого отеля, но все усложняется тем, что мы здесь, типа, вроде как в этом отеле очень, в принципе, заперты. И чтобы нам уйти, нужно этому шизоиду Джимми рассказать о том, что он, ну, нихуя не прав. То, что он, ну,
Натворил дохуя делов плохих. В окно прыг. Вообще идея, да, толковая. Юху, блядь. Ну, типа шизоид, у него две личности в башке. Джимми Панч и Джимми Холл. Джимми Холл нормальный, Джимми Панч, видимо... Та сторона его личности, которая убивает людей. Гэндон. Чем там? Вот где-то близко шивается, вообще сложно сказать. Ну вот, близко же. Вот там, что ли? Дейли отошел. Ну-ка. Бля. Вот тут я как будто бы точно был. Да, был, блядь. В каких комнатах я не был, блин. Надо записывать было, прикиньте. Надо было записывать. То есть это прям такая игра. Не, ну ты-то нет. Но я в этом вижу дохера смысла. Неужели бумагу и ручку придумали только для школы? Нет же. Так, ну тут я точно все осматривал, я помню. И эту картину я помню. А, баски, блять, он зашел сюда.
Да мать твою, ничего нету. Блин, вот это ЖЖ. И чё? Jimmy? Чё он такой? Пасет меня и пасет, что ли? Окей. Чё за игра? Про взрослого мужика, который хочет дубинкой отхерачить молодую девушку. Это чел. Блять, ёбаный бобаный, нахуй пизду собаки рот. Бля, мне такой пиздец, походу. Надо выбраться из сраного отеля, но при этом разгадать его тайну с этим челиком. Находишь всякие разные предметы, потом выходишь на связь со всякими разными призраками, типа людей, которые здесь погибли в этом отеле. И узнаешь у них, типа, что совершил этот самый убийца Джимми, конкретнее, типа. И, видимо, потом как-то получится так, что мы что-то там разгадаем и узнаем правду какую-то про этого чувака. У нас есть предметы всякие. Компас показывает, где находится следующий призрак. Зеркало показывает подсказку, на каком этаже и что искать надо. Тут есть вот предмет. Вот это
Переговорное устройство с призраками. Ну, довольно-таки такая, да, довольно-таки прикольная игра. Довольно-таки прикольная. Блять, я ж тут был, нахуй. Да и тут я был, наверное. Ну, я думаю. Ну да. Короче, надо записывать конкретно. Дай-ка попробуем на характере сейчас пробовать. Naughty girl. Naughty, naughty girl. Блин, и тут я был. Блять, уезжай быстро нахуй. Уф. Ну, на втором тут вроде как не так стрёмно. Нет, тут как будто бы... Ладно, подождите. Давайте пойдем вот сюда. На цокольный этаж. Ебать, 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 ебать. Так. Ну и чё, блядь, делать мне?
ключ двери на первый этаж. Прикинь. Is someone there? Is it Amy? Yes, it's me. Okay. Who drew those violent pictures? The boy used to draw them. Их нарисовал мальчик. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Блять. Роджик, потом вот эта хуйня. What you said about Jimmy stealing your toy, does that have something to do with what you said about the turpentine and lighter? Он пропитал мою игрушку этой штукой в бутылке, я его ненавидела. Вот она чё. Блин, медведа поджег. Сука, и теперь возвращаться на первый этаж, да? Охуенная история. Ну он же там, ну. Потрох. Пошел нахуй. Ебал, он тут дремал просто. Пиздос. Охуительный ободок просто. Блять. Я не туда свернул. Свернул не туда. Ладно, давайте, короче, до завтра это отложим.
Это... Ну, прикольно, походу. Ну, вообще прикольно. Попробуем пройти это дерьмо. Попробуем пройти это дерьмо. Неплохо я обсерился аж... Прям по-хорошему обсерился 2 раза. И 1 раз, ну так, слегка сиранул. Нормальненько. Окей. Ладно. Все. Спасибо всем, кто был. Спасибо за общение. Увидимся завтра. Поздно вечером. About time, a generation